Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, тех, кто в записи его когда-то может будет смотреть. Внезапный сегодня мегаутричный Ведьмак. Снова Ведьмак. Решил я. Так, сейчас кое-что опять проверяю, как всегда. Мегаутричный, прям мегаутричный. Не то чтобы часто у меня такие мегаутричные стримы бывают, если честно, но такой-то жарой приходится выкручиваться как получается. Сейчас прям утром, еще более-менее свежо, поэтому вот так вот. Поэтому стримим пока свежо. Так, тут все еще тут. Сегодня у нас в планах продолжить там, где мы остановились, а именно на территории Каэр Морхена мы остановились. Там надо будет еще кое-какие дела доделать, пока, собственно, начало стрима, пока кто-то вообще-то подходит, если вообще кто-то подойдет в такой ранний стрим. И после Каэр Морхена там еще малость, совсем чуточку, капелька там кое-каких других дел. На других территориях еще есть, что надо будет доделать. И все. И, собственно, дальше сюжет. Пойдем собирать компаньонов, союзников для решающего боя. Очень важного боя с дикой охотой. И за самой Цири тоже отправимся сегодня. Такой план. Привет, Евгения. Рад тебя видеть. Такой-то ранний стрим. Вообще рад видеть хоть кого-то. Привет, Игорь. Доброго всем утречка. Все боты сейчас подойдут. Привет всем. Насчет ботов я тут подумал и решил, что лучше на эту тему вообще нам как-то прекратить шутить и прекратить вообще это обсуждать. А то у меня есть какие-то предчувствия, что рано или поздно это выльется в что-то какой-то негатив, потому что на прошлом стриме вот уже кто-то там мне подозрение выписывал, что это все я себе там накручиваю, а в будущем еще что-то такое может раскрутиться, и потом всякие наезды пойдут еще и прочие проблемы и всякие неприятные разговоры. Я бы этого хотел избежать, поэтому лучше давайте особо так часто не шутить насчет этих ботов. Так просто на фоне там будем иногда замечать какие-то новые рекорды или не новые рекорды, или просто как они там появляются или не появляются. Но просто вот каждый стрим по 100 тысяч раз напоминать в чате насчет этих ботов, эти шутки или не шутки. Надо это чуть-чуть уже поменьше, а то мало ли. Так, я видел, ты мне еще там что-то в стиме написал, но я как раз в этот момент уже прям тут готовился вовсю стриму, и поэтому толком ничего там и не посмотрел. Ладно, тогда у нас просто будет много молчаливых зрителей. Да, вот это намного лучше. Просто почему-то очень много зрителей, прям фантастически много зрителей решили на фоне просто посмотреть. И все. Такие все равно по-любому есть. И мне в чат даже писало несколько таких, которые как раз говорили, что просто на фоне любят смотреть. Включи себе там и что-то делать. Или засыпать, или просто делами. Но мы будем считать, что просто таких людей очень-очень много. Такой вариант мне намного больше нравится. Опять гарпии по пути, мерзкие, надоедливые. На Скельге сирены, тут, блин, гарпии. Ненавижу летающих мобов, просто надоедливые.
проводили первые испытания травами до того, как построили замок. Здесь стоит осмотреться. Так, поскорее бы тут разобраться с Каэр Морхеном. Всякие вот эти квестики тут и чертежи последние собрать. Чтобы поскорее уже приступить к этому самому сюжету. Где мы там за Цири пойдем, за союзничками нашими и, собственно, сам бой. Потом в Каэр Морхене тоже. Но это потом. Стримить нелегко? Да. Нелегко, особенно когда только начинаешь. Очень нелегко. Когда разберешься там во всех этих ОБСах, ютубах, твичах, оформлениях. Где создавали убийц-чудовищ, теперь живут чудовища. Здесь проводили мутации. Неплохая акустика. Да, я по кнопке промазал и начал голосовой чат с тобой. А, голосовой чат. Такого я даже нигде никогда еще не тестировал в Стиме. Похож на нашего мрачного Альберта. Только еще более мрачный. Мрачный Альберт. Этот запах. Мутагены. Сколько лет прошло, а меня по-прежнему выворачивает. Так, Геральт, не выворачивайся, не надо. Этот запах. Так это уже было. Сколько лет прошло, а меня по-прежнему выворачивает. Лаборатория. Готовили эликсир. Свиет. Этот запах. Мутагены. Да. Сколько лет прошло, а меня по-прежнему выворачивает. О, чертеж. Какое-то устройство. Сломано. Мне эту кнопку очень удобно между посмотреть профиль и отправить сообщение сделали. Промазал. Промазал, спалился. Этот запах. А ё-моё, эти... Мутагены. Господи, четвертый раз эти мутагены. Меня по-прежнему выворачивали травы. Чемерица, волчья ягода, волкобой. Дары природы. Понятия не имею, для чего это могло служить. Может, оно и к лучшему. Для варки зелий. Помню я эти их отварчики. Все. Просто зашли, поностальгировали во всех этих ведьмачьих штучках. Чертеж нашли и все тут.
Вот и вся пещерка. Тогда пойдем в следующую пещерку. Какой-то Геральт сегодня томный. Да, что-то его выворачивает слишком часто. Отвыкла от озвучки, что ли? Это прям горячо. Мгм. А ты на Ведьмак давно к нам захаживал? Шевелись, плотва. Да, давненько не было. Ну, может, тогда да, отвыкла. Бастион. Уже, Бастион. Мы упражняемся уже здесь слышу еще призраков. молодыми ребятами. До испытания травами. Ну, кажется, бастион населен духами. Последний не хочет ко мне сюда спуститься, не? Что-то должно их связывать с этим местом. Так, по порядку. Медальон так и дрожит, а я ничего не вижу. Может, светильник покажет больше? Стальной меч школы волка. Еще чертеж. Так, он сказал светильник. Вот этот. Ведьмак обычно сражается мечом, серебряным или стальным, но должен уметь использовать любое оружие. Гордыш, Чекан, прощу! Сегодня вы будете тренироваться в стрельбе из лука. Кто промахнется, 50 отжиманий. Кто попадет, только 20. Шевелитесь! Допустим. Оу. Луофен. Эх. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Тезка. Доброе утречко. Так. Ты прервал тренировку без позволения. Знаешь что? Не останавливайся. То, что у тебя пошла кровь, тебя не извиняет. Снимай бинты и возвращайся к упражнениям. Раной займешься, когда я позволю отложить меч. Привет, тезка. Вспомнил тебя, давно не видел твоих стримов. Давно не заходил, ты хотел сказать, потому что стримы-то были довольно часто в последнее время. Может, в рекомендации не заходили.
Может и не подписан. А может колокольчик не прожат. Что-то из этого. Ну да, давно не виделись. А что это за внезапный лор про форумы? А чё внезапный? Я уже давно про него говорил. Не такой уж внезапный. Просто тебя на тех стримах, походу, не было в те моменты. Я завтра играть буду в Days Gone Remastered. Remastered? А в оригинал играл? Второй раз буду проходить. Ага. Значит, играл в оригинал. В Тамбове был, там интернет плохо работает. Отпуск мая. А, ну Мальчик тогда лет ладно. 12, следов Тогда мутации ладно. нет. Они достали его, как и остальных. Наверное, это его призрак обитает в бастионе. Может, он уйдет, если я похороню его останки? Рок, что-то случилось. Что-то дурное. Спрячьтесь и ждите, пока я не вернусь. Да, я знаю, что вы учились драться. Только вы по-прежнему ни черта не умеете. Полезайте между скалами и молчать в тряпочку. Отпуск, ё-моё, отпуск, Ни ё-моё. одна резня без них не Это обходится. хорошо. Отпуск это всегда хорошо. Да ведь? У меня же игры пропали с PS5. Барыги увели. Так, об этом ты не рассказывал вроде бы. Что-то не помню такого. Что как случилось, что как. Как произошло. Как так-то. Ау. Призраки. Они попытаются меня задержать. Ну, пусть попытаются. Седьмого уровня. Все, не получилось задержать. Используя бастион... Ой, используя светильник, можно еще что-то где-то посмотреть. Но, блин, эти зеленые штучки вообще незаметно. Незаметные они, вообще их легко пропустить. Вот где еще я что-то пропустил? О. Вот как вот это можно было заметить? А? Какие-то зелененькие точечки летают в воздухе. Вообще почти незаметно. Еле-еле. Ты мечом машешь или цепом? Режущий удар от запястья, не от локтя. Еще раз. Ничего на Авито не надо брать. Наверное. Когда игры на Авито покупаешь, тебе на почту с паролем дают. Хорошего тебе стрима, пойду полазаю по ютубу. Хорошего тебе лазанья. Как бы это ни звучало, спасибо, что зашел. Давай, удачи. Надо прям всматриваться в эти зеленые точечки, где еще они есть. Ну или на крайний случай можно загуглить точное расположение, где они тут все находятся. Помню, на этой мышиной башне там тоже было такой момент найти все вот эти места с помощью светильника, и некоторые тоже было довольно тяжело найти.
Ладно. Сохранимся. Спи спокойно, малыш. Так, там сосчитала, как все выполнено. Ну, типа, да. Не знаю, будем считать, что все нашли. Может, где-то одно пропустили максимум. Ничего страшного, зато времени чуть-чуть сэкономили. А то сейчас пока загуглю все это, пока найду. Еще куча времени лишнего. Ничего тут нет. Ладно. Хотя лучше я отсюда и пойду, нежели потом опять вот этот обход, объезд. Это мне на башню, по-моему, надо сейчас залезать. Да, на вот эту вот. Старая сигнальная башня. Еще немного и совсем рассыплется. Да, еще первой части я ее помню. Так, мимолетом. Там-то в нее сюда нельзя было зайти, но ее прям на секунду мимо камеры показали. Значит, была. Значит, все. Засчитано. Здесь стоит осмотреться. Капец, сколько всего. Кол вины. Довольно неплохо, кстати. По урону прям почти такой же. Бонусов немало всяких. А, кстати, верните мне факел. Где-то тут чертеж еще. Саныкан. А это что такое? Портал. Не хватает элемента для усиления. Надо здесь осмотреться. А вот и он. Телепорт открылся, но, похоже, он нестабилен. Один элемент — это слишком мало. Слишком мало. И тут еще один. О. Ага. Ну, попробуем. Подумать. Уи. И где мы? Прыжок веры. Только что был.
какой-то. Здравствуйте. До свидания. О. Ой-ой-ой. Вот это опасно. Не-не-не-не-не, лучше я вот так вот. Еще одно задание. Плотва. Так, осталось еще самая малость. Могила Лео. Глупая смерть, которой можно было избежать. Их. Пасхалка, ностальгия к первой части очередная. Тут вообще в этом, в Каэр Морхене немало ностальгических мест и моментов из первой части. Что прикольно. Так, а я тут был. Когда мы Эскелю или Ламберту помогали. Отстань от плотвы. Офигел, что ли? Прицепился к плотве. Еще пещера. А, это пустая пещера. Железный рудник. Железный рудник, он выработан много веков назад. За корнями что-то есть. Вот-то там большое рычит. Элементаль земли. Должно быть, какой-то чародей призвал и поставил на стражу. Неплохо. Даже в этот момент меня бить не может. Записки говорят, что книгу нужно разместить в особом месте. Сейчас все сделаем.
То, что надо. Медальон дрожит. В этом месте есть магия. Это необычная кузница. Медальон обнаружил магию. Нужно здесь осмотреться. Кузнечный мех. Отступи! Отойди! Это место принадлежит Ратмиру! Кто ты? Я огонь! Душа этой кузницы в моем жаре куется стаей! Радмир из Тоткарнеда? С него содрали кожу во время восстания Фальки. Это было очень давно. Жош! Я хочу здесь просто осмотреться. Разрушитель! Не позволю! Я это не позволю! Нет, запрещено! Ну, Геральт, ну как так? На ровном месте. Ух ты, ух ты, ух ты. А это покруче, чем предыдущий. Зато как красиво искры летели. Огонь погас. Посмотрим, что за горном. Кто-то наложил иллюзию. Убежище, скрытое за... Эпично. Да. Красиво было. О, мастерский доспех школы волка. Уже мастерский сразу. Мне что, даже крафтить его не придется? Еще всякие доспехи. Что за щедрость такая? Ну, конечно, уровень для него надо 34-й. Эх. Но зато сразу готовый. Сразу. Не надо будет заморачиваться с ресурсами, с деньгами там. Все остальное фигня. Так, тут тоже все. Так. Осталось 2 места только. Там справа и тут внизу. Ой, опять под окном там всякая ремонтная хрень происходит.
Пошел. Здесь что-то есть. Артефакт Кейры. Заметки чародея. Язык архаичный. Здесь в два камня надо ударить Игной, а в один Аардом. Запросто. Запросто. Этот запах. Здесь росли какие-то травы. Серп изъеден ржавчиной. Семена. Волкобой, кажется. Кому-то перемен. Здравствуйте. Покажи, что умеешь. Ай. Стало тепло. Очень тепло. При такой температуре за некоторое время здесь смогут вырасти даже экзотические травы. Медальон аж дрожит. Эта скала должна быть пропитана магией. Через несколько дней вернуться на место аномалий. Окей. Прям тут и подождем. По-быстрому. Ого-го. Да тут получился настоящий ботанический сад. Ага. И все можно собрать. Халявная трава. Отлично. Осталось последний. Меч Берингара и еще там чертеж прям рядом как раз. Поплывем отсюда лучше. Что ха-ха? Что хихи? Что хихи-ха-ха? На ютубе, кстати, уже 50 почти что любителей в полном посмотреть, скажем так. Плыть по течению реки до самого конца. Звучит несложно. Фраза про халявную траву я услышал вне контекста. Вне контекста мы осуждаем. Фу-фу-фу. Мы про ботанический сад, мы про алхимию. Естественно. Дальше не проплыть. На выход. На выход. Какой арбалет.
второй сильный самец. Ничего удивительного, что Беренгар с ним не справился. Ну-ка, самец. Сейчас мы тебе устроим. Так, это у нас кто? Реликт, по-моему. Ага. Бесы, черты, это все реликт. Текс. 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 Погнали. Так быстро. С чертом разобрались. Самец Пора поискать тоже. вещи Беренгара. Квест какого уровня? 27-го. Так-то не такой уж и низкий уровень. Хотя у него даже полоски босса не было. Как моб обычный. Разговоров. А, вы думали, я не замечу? Всё. По-моему, это последнее сокровище. Ну да, там только на скеллиге осталось такое. Вне чертежей. Вот и чертеж. Выковать этот Торхейрн будет нелегко, но попробовать стоит. Вот и все. Сколько нам всего осталось? Ну, немного. Вот, получается, Каэр Морхен мы зачистили весь. Это последняя локация основного сюжета. Больше новых локаций не будет, и исследовать уже толком нечего будет. Останется у нас только всякие там сюжетные задания и парочка уже дополнительных каких-то последствий. Вот новых территорий уже не будет точно. Так, тут все, можно идти. Проверить чертежи вот эти и остальные дела доделать. Последние, которые там еще у меня остались. И сюжет тоже. А уже 75. Только что было 50. Думаю, следующий стрим еще вряд ли будет финальным, но через один стрим, может быть, уже и финал будет. Хотя, смотря сколько мы времени сегодня просидим и на следующем стриме, если прям много, то может быть и на следующем финал будет основного сюжета. А, блин, мне же надо был кузнец, а не броник. А тут броник. Пардон. Я аж испугалась. Опять чертеж. Тут чертеж, у меня чертеж. Везде чертежи. Пустите домой на выходные. Чертежи везде преследуют. Очередной приблудой. Все! Не могу! Разойдитесь. Что-нибудь случилось? Здравствуй. Так, и что там за Торхейр, который мне там... Который мы там нашли чертеж специальный по заданию.
Так, это стальной или это серебряный? Торлун, Торхерн. Вот он, 23 уровня. Вот еще один Торхерн, 27. Который из них? Ладно, неважно. И тот фигня. Улучшенный. Отличный. Так, мне мастерские потом надо будут, да? Но это потом, 34 уровень, все дела. Это починить, это продать заодно. 10 тысяч у него, ничего себе, тогда смело все продаем. Так, главное мастерские вот этот не продать случайно. Будь здоров. Так, на Виграде тут одна штучка есть, вот это вот пропущенная мной, и вроде тут все. Потом еще там на Скеллиге одна штучка тоже будет, и вроде в целом это будет уже точно все. В Каэр Морхене вот мы все прошли, еще вот на Виграде и на Скеллиге по одному заданию, которое я вне стрима обнаружил, остались, и пойдем по сюжету. Настоящий подол. Вот. И снова-то. Ау! Пес паршивый. Седой, пойди сюда. Да-да? Чё там, чё там? В чем дело? У нас, сударь-ведьмак, беда. Ищем раненого товарища. Ну и найти его не можем. Бедняга, должно быть, кровью истекает. Вы ведь разных чудищ выслеживаете. Так может и к нему приведете? Мы хорошо заплатим. Почему бы нет? Время есть. Ну так ведите, сударь-ведьмак. Как можно скорее, а то ведь несчастному помощь требуется. Может, вы сперва мне дадите след? Ах да. Бежал он к порту. Из каналов. Из каналов? Геральт, вам что, собака, что ли? Вонь Что сточных вод я команду везде можно узнаю. дать? Искать, Геральт. Пас, камон, пас. Искать. Надо след, надо подсказка, надо место хотя бы приблизительно. Иди, пауков! Куды ты, баран ты? Отпечатки башмаков. Следы ила из водостока. Герой ты мой. Ну иди, я тебя поцелую. Не надо. Давай, двигай. Кровь свежая. Давай, двигай. Да двигаю. Смилуйтесь, Только господин. шокировано. У меня больной ребенок. Да не один. Дегенерация. Упадок Большой традиций. туче, большой Разложение дождь. Дегенерация. Вот где ты, сукин сын. Ну, след 5 собака пудов берет, так чистейшего что фистаха нам пока все спалил. сходится. Да ты знаешь, сколько это стоило? Лады, Ну, Геральт не собака, Забирай Геральт кассу и уматывай. белый волк, а не белая собака. Вообще-то. Оставьте его. Чудо чудное. Ведьмак защищает охотника за колдуньями. Не хватало еще, чтобы мышь за котом гонялась. Я не шучу. Нет? Ну, давай поговорим по-серьезному. Давай. От тебя падалью смердит, деревня! Держитесь вместе! Не ожидал я спасения из твоих рук. Может, не стоит судить по внешности, а потом научить этому фокусу своих друзей? Слушай, я потерял много крови. Мне нужен медик.
И побыстрее. Поможешь мне? Да чего ж вы вежливые становитесь, если вам чего-то нужно? Ладно, пусть это будет на моей совести. Давай руку. Привет, Аспис. А знаешь, Вот и всё задание. всё еще видно, что твоя правая нога была сломана. Доктор. Вы ничего не видели? Поразительно. Как твои зрачки реагируют на свет? Это нельзя. Благородные бандиты были, спину не били. Но мы им за это скидку не дадим, естественно. Шейте красные скорости. О, Присцилла. Прости, Геральт. Эх, Мое горло еще. Надеюсь, Понятно. ты быстро поправишься. понятно, понятно. Так, все в Новиграде у нас по делам все. Так, ну раз мы в Новиграде, то давайте заодно и к союзничкам забежим, чтобы потом опять сюда не тэпаться по 10 раз. Какая разница, прям обязательно сначала до квеста доделать, а потом сюжетный или просто то, что по пути попадается. Правда? Правда. Герой, ну иди, я тебя поцелую. Бабу свою толкай. Но в этот раз уже не бабушка, уже прогресс. А на самом деле у нас таких случаев было очень много и похуже бабушки. Но мы и об этом никому не скажем. В этот раз точно никому не скажем, а не как в прошлый раз. Никому не скажем, но в итоге всем скажем. Да, Игорь? Как не трогай меня. У тебя есть минутка? Да? Чего ты хочешь? Ты все еще в политике? Просто мне не безразлична судьба Редании. Назови это беспокойством патриота. И это беспокойство велит тебе избавиться от Родовида? Я много думаю о стране, о будущем. И каждый раз у меня получается, Ой-ой-ой, что какие с мы Родовидом благородные. на троне у Редании этого самого будущего нет. О стране он думает. Куда мы зашли? В бане. А вы о чем подумали? Я сомневался, обращаться ли к тебе. Да, что там? Мне нужна помощь. О, тебе нужна моя помощь? А это даже интересно. Излагай. Я знаю, что скоро дикая охота нападет на Каэр Морхен. Я пытаюсь собрать все возможные силы и средства, чтобы дать ей бой. Дикая охота? Только не говори мне, что ты веришь в эти бредни. Это не бредни. Я убедился в этом довольно болезненным образом, на собственной шкуре. Прости, но у меня сейчас полно своих неприятностей. Я все еще не отыскал свою пропажу, а твоя помощь пошла псу под хвост. Так что я тебе ничего не должен. Вот и я тебе ничего не буду должен потом, когда ты будешь просить моей поддержки, понял? Хрен ты лысый. Вот и все. Вот и определились с будущей концовкой кое-какого задания. Сам виноват. Не жарко в такой комнате. Очередной приблудой из тебе. Видите морду? И ведь туда здоровье твоего сына ёст. Ну и играться. Чтоб весь в отца. Так, а ты Люди, ничего нового люди. не скажешь? Я тебе... Ничего.
Увидимся. Увидимся. Так, пока я возле сундука, вот это положу. Сюда. Пусть ждет своего часа, который может не наступить никогда, потому что сет волка я почему-то вряд ли буду носить, скорее всего, кота или медведя, как я уже много раз говорил. Ну пусть лежит, раз мы нашли его. Золтан, Да! я знаю, где Цири. Так что же мы здесь делаем? Поехали за ней! Я-то поеду, но для тебя у меня другое задание. Я хочу, чтобы ты отправился в Каэр Морхен. Я привезу Цири туда. Вскоре после этого по крепости ударит дикая охота, и тогда твой топор нам очень пригодится. Можешь рассчитывать на меня и на мой топор. Спасибо, увидимся на месте. Весемир, Эскель и Ламберт уже там. Так. Наша мини-армия пополняется по чуть-чуть. И еще поговорите с Роше. Ведьмак ведь не может оспой заразить, а? Ты тут бывал и там. Вот ты мне скажи. У них в Новиграде правда такая мода? Только ведьмака этой братве не хватало. Геральт из Ривии, живой и здоровый. Мне нужна твоя помощь в Каэр Морхене. Я хочу привести туда Цири, а за ней должна появиться дикая охота. Ты не отвернулся от меня, когда я был в беде. И я отплачу тебе тем же. Благодарю. В бою, который нас ждет, твои умения могут оказаться незаменимыми. Я подумаю, брать ли с собой Бьянку. В любом случае, до встречи в Каэр Морхене. Да что тут думать? Это же элементарно. Кстати, где она? Она тут есть? Нет? Да, вот она. Да? А поговорить нельзя. Эх, ладно. Так, в Новиграде и Велине у нас все. Да, тут Скеллиги, тут Нильгард. Насчет подкреплений. Так, ну можно Нильгард, раз мы все равно проездом типа будем. А вот на Скеллиге мы чуть-чуть задержимся. И отвлечемся опять от этих дел. Я понимаю, что к ведьмакам предвзято относятся, но нас только поносят, я бы уже психанула на его месте. У него нервы стальные. Геральту не привыкать. Так, а чё у меня перегруз? Что за фигня? Что за ложный перегруз? Алло. Только что все было нормально. Что это такое? Что такое? Что за баги? О, починилось. Что это было, не знаю. Впервые такое. Внезапный перегруз на ровном месте. Так, император. Сидит. Империрует. Император? Да-да. Ведьмак, что тебя привело? Я узнал, где Цири. Наконец-то. Я уже начал думать, не зря ли я обратился к тебе. Привези ее немедленно. Ее преследует дикая охота. Цири будет в безопасности только в Каэр Морхене. Это не предложение, а приказ. Я сумею защитить собственную дочь. Если бы речь шла об обычных врагах, без сомнения. Но дикая охота совсем другое дело. Если дать им бой здесь, мы поставим под удар всю Визиму. Сотни невинных душ. Вокруг Каэр Морхена никто не живет. Да и твоим войскам будет свободнее.
Согласен. Я пошлю с тобой Харуфь. Но с одним условием. Командовать будет генерал Ваорхис. Я не могу на это согласиться. А я не отдам войска под командование ведьмака. В таком случае, думаю, мы не придем к согласию. Прости, что занял твое время. Приведи мне Цири. Да, если она согласится. Понятно, еще один идет лесом. Те, кто нам не помогает, все идут лесом. И мы отплатим им тем же в будущем. Вот так вот, вот такие мы злопамятные. Да, вот так вот, да. Так, что там на скеллиге у меня было? Вот это было. Это вот тут вроде бы. А просто иду у бабушек, воруем, все честно, справедливо. Тихо. А ну тихо. Здесь пригодится глаз Нихаленой. Так, привет, Warzone. Но я это сообщение пропускать не буду. Оно мне пришло на проверку. Но я не буду его пропускать. Но привет тебе, да. Интересно ты, конечно, зашел. Кто-то наложил иллюзию. Лучше здесь затаиться и подождать. Тут! Мокро тут и темно! Потому и никаких неожиданностей не предвидится. Неожиданности не предвидится. И тут мы такие. Добрый вечер. Я сама неожиданность. Да я же нажал. Еще один. Ну что ж, как угодно. Вот и все задание. А лута-то сколько тут? Неплохо они тут запаслись. Тем временем уже 150 молчаливых зрителей. Всем очень нравится смотреть и слушать на фоне. Мы их не осуждаем, мы их понимаем. Разумеется.
Ожидаем новые рекорды, я так понимаю. Такими темпами. Так, тут все. Квест все, пещера зачищена. Опять всякие мечи. Фиговые, но красивые. Еще вот это хочу тоже все-таки сделать. Еще у нас вообще-то есть 2 заказа, но они 33-35 уровня. Я не знаю, может я их оставлю вообще на какой-то финальный стрим, а может вообще на дополнение. Потому что там дополнение тоже первые где-то в этих уровнях, в этих пределах. Там 34-й, 35 уровень где-то. Может вообще на потом, в то время оставлю. Тем более они как раз находятся на территории где-то там на востоке Велина. Как раз недалеко от территории, где происходит дополнение первое. Может быть, так и сделаю. Отстаньте. Так, надо подготовиться, а то в прошлый раз, когда я сюда приходил, они мне что-то быстро снесли. Сразу целая толпа этих жуков высокоуровневых. В этот раз я прям выпью все, что могу. По полной программе. Поехали. Так, лучше сначала мелочь, наверное. Ну что это такое? Я только начал огнем пуляться, меня тут паутиной. Чуть в тупик загоняет, тварь. Охренеть, как они больно бьют. No. Больно, больно. Опять в тупик твари зажимают. Скотины, больно. Еще интоксикация жесткая. Все, блин, не в тему.
хватило. Вот, конечно, да, куча высокоуровневых жуков, это жесть. А вроде как обычный квестик на сокровища. Я уверен, что там еще сокровища те самые будут, фигня какая-то, как всегда. Но зато, блин, охрана у них ого-го. Лупят они. Один паутиной тебя хватает, другие спамят тебя. Неплохо, неплохо. Так, в этот раз надо не так налегать на эликсир, а то интоксикация все-таки. Кстати, против яда. Совсем забыл. Тут же есть зелье, которое меня теперь от яда будет не только защищать, но еще и лечить от яда. Гениально. О! Полностью согласен, Гедль. Все, остался один босс. Без мелочи ты уже не такой крутой. Красивидос. Да, тут одна Иволга только зарешала. Тем, что она как раз меня хилила благодаря этому яду. Можно было все остальное даже и не пить. Надо было сразу вспомнить про Иволгу, и было бы все в 100 раз легче. Кинули на огнемет. Иволгу выпей, вот да. Иволга имба в этот момент. Жаль, что в первой попытке не вспомнил про нее. То. И сейчас я офигею от этого супер-пупер сокровища, которые охраняли вся эта толпа жуков жестких. Насколько это сокровище будет ничтожно. Ага. Меч. Да. Полная Г. Кто-то удивлен? Я не удивлен. Больше тут ничего. Но зато задание выполнили. Тогда можно спокойно идти дальше. Тут все, там все. Да. Скеллиги, Керис, Крах, Мышавур. Начало Мышавур. Четыре человека на Твиче. Где? Дайте я сам посмотрю. А уже 3. Но все равно. На Твиче у нас редко когда ажиотаж бывает. Особенно по утрам. Поздно что-то зацвели, и пчел мало,
Морозы были суровые, но с Пикероги треть Борти не дожила до весны. Молю тебя, модро мышь, чтобы этот чертов кашель наконец прекратился. Мы можем поговорить? Ух ты. А я что, с тобой не говорил давно, что ли? Что друиды думают о новом владыке Скеллиге? В Анкрайтах течет хорошая кровь. Трудность в том, что Керрис — первая женщина на троне Скеллиге. Не все довольны? На Скеллиге 7 кланов, и каждый хотел бы, чтобы король происходил из их рода. Но Керрис справится. Она не так порывиста, как Хьялмар. Она думает и лишь потом действует. С таким советником, как Крах, она может оказаться доброй королевой. Мы с Йен были на Хиндерсфьяле. О, и что вы узнали? Цири была в Лафотене. Она появилась там раненая, деревенские о ней позаботились. Но по ее следу шла дикая охота. Цири сумела сбежать, но жители деревни... Я все знаю. Я уже говорил с теми, кто выжил. Ну что же, хорошо, что Цири спаслась. Надеюсь, вы скоро ее найдете. Там и уже Дикая охота скоро нападет на Каэр Морхен. нашли. Мне нужна твоя помощь. Дикая Почти. охота? Ты уверен? То есть, ты нашел Цири? Я знаю, где ее искать. И знаю, что когда найду ее, всадники охоты сразу об этом узнают. Я понял. Я сейчас же начну сборы и отправлюсь в дорогу самое позднее завтра. Спасибо. Не за что. Я вырастил эту девушку и все еще в ответе за нее. Увидимся в Каэр Морхене. И все, и убежал. Эй, Эй. Дальше Крах и Керрис. И это последний, по-моему. В зиму мы съездили, в Велине, в Новиграде там все. Моей маленькой Норгун Остались завтра только день эти. рождения. Не знаю, что ей подарить. А я говорил, мы увидим дитя Краха. это еще что? Я говорил. Гравировка, украшение. Расплавишь клинок и Так, откуешь секунду. заново. Пока по пути. Сюда. Чтобы у меня там в будущем внезапного перевеса не оказалось. Хлама, конечно, куча всякого. Изготовь. Будь здоров. Так, Керрис. Где она тут? Королева Керрис. Ваше Высочество, где вы шляетесь? Кстати, с этим тоже я не говорил, Как оно, Геральт? по-моему. Да. Собираешься в очередной поход? Обязательно. Ледяной великан — это только начало. Впрочем, кое-кто уже поговаривает, будто он вовсе не был таким уж большим. А что с людьми Сундвика? Вы должны были им помочь вернуться домой и отстроить Урскар. Керрис все сделает. Вы с Цири одно время росли вместе. Да, она половину детства провела на островах и всегда держалась рядом со мной. Такая была замухрышка, но на коньках бегала лучше всех. Как-то раз я расквасил себе рожу об скалы, пытался ее обогнать. А потом вы заявили Краху, что собираетесь пожениться. Ты слышал об этом? Да, тогда нам было лет по 12. Отец ремнем выдрал из меня всю любовь. Вот бы взглянуть на нее, какая она сейчас.
Ну, совсем скоро сможешь? Очень скоро. Будь здоров, Анкрайд. Кстати, твою комнату я еще не грабил. Сейчас исправим. Мимо Геральта Лутамана никто не останется. Ой, понял, извините. Надо было ограничиться просто комнатой. В коридоре не надо было. Никто ничего не видел. Ну тут за дело получил. Надо было просто в комнате там это самое, там никто не видел. А Хьялмар не против. Вот в коридоре сразу там всякие дядьки и тетки сразу начали орать и против такие. Ладно, я в этот раз не буду их дразнить. Ну, вчера мы наделали. Как? Собирай. Да. А потом... Вот. Будь Так, вот это никто не видит. Никто не против. оно? Так, да. Будь здоров, Анкрайд. Будьте здоровы и не кашляйте. Все, вы ничего не видели. Никто не против. Никто ничего не имеет против. И тут тоже. Королева, ты позволишь отвлечь тебя на пару минут? Королева. Геральт, ну что ты? Я та же, что и раньше. Кроме титула ничего не изменилось. Первые люди, которым не понравилось, что ты им весь дом выносишь. Не, ну перед стражниками любыми всегда было так. Они сразу тебе по башке. Перед обычными жителями туда всем пофиг. Перед стражниками любыми будет уже не пофиг. Как правится? Ярлы тебе не ставят палки в колеса? Нет. И они верят в меня. Все, кроме Лугаса, конечно. Ты не пробовала с ним поговорить? Может, ты добьешься его расположения? Не знаю. Он должно быть еще упрямее, чем мой отец. Но я, конечно, буду пробовать. У меня к тебе непростая просьба. Я хочу просить тебя о помощи. Что случилось? Крах ведь говорил тебе о Цири, правда? Ты ее нашел? Пока нет, но я считаю в шаге от нее. Беда в том, что когда я ее найду, Дикая Охота сразу поймет, где мы находимся. Поэтому я хочу забрать Цири в Каэр Морхен и там дать призракам бой. И поэтому мне нужны союзники. Я не могу сейчас покинуть острова. Но я дам тебе моего лучшего воина. Хьялмара. Думаешь, он согласится? О, наверняка. Да еще и обрадуется. Ты же его знаешь. Это точно. Спасибо. Вам его помощь наверняка пригодится. Удачи! Так. Перезайду, а то ФПС опять что-то это самое шалят. Привет, Азель. Будьте здоровы, пытается ударить. Это у Скеллиги такие традиции, такие обычаи. Они же северные народы, великие воины, там, островитяне, все дела. И все чуть-чуть это самое. Со своими интифлюшками и тараканами в голове. Ой, поговорить с Хьялмаром. Так я же говорил. Надо было сначала с Керрис, потом с Хьялмаром. Красивые мечи. Как оно, Геральт?
Дикая охота готовит нападение на Каэр Морхен. Мне нужна твоя помощь. Призраки у ворот ведьмачьей крепости? Ты друг моего рода, и я не могу тебе отказать. Тем более еще ни один Анкрайт не снискал славы в битве с такими врагами. Я выступаю немедленно. Спасибо, я не забуду этого. О, вот таких мы уважаем, которые нам помогают. Не то, что всякие там собрать всех друзей. О, это прям все друзья. Круто. Не то, что всякие там дикстры, императоры, которые носом крутят и не хотят помогать. Ну и пошли они в баню. Помощнички. Дашь меч подержать? Будешь тут Кикума убивать? Кикумар. Новые неприятности. Я хотел поговорить. Хорошо, что у меня телефон бабочка, так что мне не так дискомфортно смотреть. А как же шорт-стрим? Или тебе наоборот? Все равно этот вариант более удобен. Мастер-форум, их слишком много, что мы будем делать? Глянь, молчаливый зрителей. Да... Это нелегко, но я должен попросить тебя об одолжении. Говори, друг. Я знаю, где Цири. Но знаю также, что когда я до нее доберусь, дикая охота тотчас об этом узнает. Они придут за нами, и мы должны будем ответить на их удар. Я могу на тебя рассчитывать? Сперва черные, теперь призраки. Ну что поделаешь. Приводи Цири сюда, и мы дадим им бой. А что с нильфгаарцами? Последнее время у островов все больше кораблей с солнцем на парусах. Мы не взяли никого из их команды. Но только глупец не понял бы, что они к чему-то готовятся. Но не бойся. Мы прогоним и черных, и дикую охоту. Зажарим 2 кабанов на одном огне. В Каэр-Трольде Цири будет в безопасности. Не-не-не, шорт-стрим убогий чат на телефоне, а тут у меня как на ноуте. Просто поменьше. Вот и славненько тогда. Я не могу рисковать твоими людьми. Местом битвы станет Каэр Морхен. Каэр Морхен в сотнях миль отсюда. На то, чтобы перебросить туда войска, уйдут недели. Да и оставить острова беззащитными перед Нильфгардом... Геральт, прости, я не могу этого сделать. Понимаю. В таком случае не буду отнимать у тебя время. Прощай. Постой! Я не оставлю тебя совсем без помощи. Пойдем со мной. Прекрасная работа. У тебя талантливый кузнец. Не у меня, а у короля Эрланда Анкрайта. У Эрланда каменного кулака, то есть это клинок зимы? Я думал, его не существует. Он выкован в Махакаме, закален в огне дракона. Принадлежал роду Анкрайтов столетия. И теперь он твой. Я не могу его принять. Можешь и должен. Позволь мне сделать хотя бы это. Если ты настаиваешь, благодарю. Пусть он хорошо тебе служит. Отправь этих призраков туда, откуда они явились. Так я и сделаю. Прощай. Братья по оружию. Клинок зимы. Все. Все задания по подкреплению мы Я выполнили. хотел Мгм. До свидания. Теперь осталось ехать за Цири. Так, что за меч?
Ну, как всегда. Такой легендарный меч столетиями передавался, а по итогу... По характеристикам все как всегда. Шанс вызвать заморозку. Ну да, как раз на дикую охоту заморозка, когда они сами холод несут, и как будто у них иммунитет какой-то к холоду. Такое себе. Ладно, сейчас еще продадимся и пойдем к лодке. Откуда я пришел, господи? Ты не из Нильфгарда, правда? Не отсюда. Герой-то я обосрался. Для друзей у нас есть сердце, а для врагов... Можете человеку, который пропустил кучу стримов, объяснить, что за дикая охота и почему она за Цири гонится? У Цири есть большой талант, скажем так. У нее особая кровь, которая позволяет ей мутить всякие особые суперспособности. Там телепорты, перемещаться сквозь время, перемещаться сквозь разные миры. А дикая охота — это разные всадники, эльфы из другой вселенной, из другого мира точнее, которые хотят ее получить как раз из-за этой крови, потому что им эта кровь надо для каких-то там своих целей. Так пойдет? Этот черный вырвал ему сердце. Надеюсь, так пойдет. Бессонная ночка, а? Это еще что? Ну, гравировка, украшение. Расплавишь клинок? Значит... С удовольствием. 195 в пике было. Это уже рекорд, по-моему. Раньше было 180 где-то максимум. Но сегодня, думаю, 200 точно будет, а то и больше. А вот 190 это уже, по-моему, рекорд. Эх, клинок зимы продаем обычному торговцу. Вот такая вот судьба у всех легендарных мечей в этой игре. Такие они легендарные. По итогу продаем. Даже не то чтобы по легендарной цене, я бы сказал. Будь здоров. Все, идем в лодку. И плывем за Цири. Наконец-то. Вот я объяснить не могу, я и сам контекст уже не улавливаю. Оно и к лучшему, если сам захочу играть. Ну, в твоем случае, да. Лучше даже не вникать, наверное. В контекст мы воруем еду у людей. Ну, это когда мы исследуем мир, когда исследуем локации, то тогда да. Так, а что, мне сразу несколько мест выделено? А, это типа, где лодку можно выбрать. Ну, это без разницы. Ага, ведьмак через вселенные, короче. Цири через вселенные, если быть точнее. Когда я вырасту, стану жрицей. И мне надо А идти ты что замуж. такой бледный? Белого кита поймал? Я уже не удивляюсь такому количеству зрителей, которые любят смотреть на фоне. Мы так договорились, что теперь не будем мы особо так часто вспоминать и обсуждать этих ботов, чтобы опять ко мне какие-то претензии и наезды в будущем не были. Лучше эту тему чуть-чуть уже поменьше обсуждать. Я в начале стрима об этом говорил. Работа над игрой у меня не идет почти. Ноут поломался, но пока не могу ей заниматься напрямую. Пока не могу заниматься напрямую, то хотя бы рисую, пишу диалоги и все такое. Ну вот даже, несмотря на все трудности, все равно находишь какие-то возможности, чтобы все равно что-то как-то где-то продолжать разрабатывать. Похвально. Остров Туманов. Плывем на остров Туманов.
Просто на другие аспекты больше внимания теперь. На время. А починится и нормально продолжит. Да, главное не расслабляться. Не забрасывать. Несмотря ни на что. Внимание! Сохраните игру, пока не поздно. Приближается важный игровой момент. Советуем сохранить игру в ячейке для ручного сохранения. Именно так я и сделаю. Вы уверены, что хотите отправиться на остров? После путешествия на остров Туманов некоторые задания станут недоступны. Рекомендуемый уровень персонажа 22 или выше. Да, я уверен, я сделал все, что можно было сделать. Все сокровища нашел, все заказы, ну почти все выполнил, там оставил только 2 на далекое будущее, возможно. И все дополнительные квесты тоже выполнил. Так что да, я готов, и я уверен. Вперед. Вперед за целью. Здравствуйте, любители летних карточек. Здравствуйте. Это OnLive. Не только летних, любых. Берет дань у зрителей в виде карточек. Да, устраиваю набеги, как Золотая Орда. Беру дань. Есть карта. Да, есть карта отдельная. На эту отдельную мини-локацию. Эй! Ну кыш. Выползает тут всякое из воды. Приехали. Довольно мрачненькое местечко. Насчет спящих зрителей, думаю, сложно не заметить слона в комнате. Вопросы будут такие хоть так. Я и не сомневаюсь, что они будут. Просто сам факт
этого названия ботов. Сразу как-то на эту тему провоцирует пообщаться, как будто бы. А откуда? А кто накручивает? А ты сам? А почему? А зачем? А как? Ай-яй-яй, а такая нельзя, и всякое такое, и всякие прочие разговоры и наезды. В идеале, конечно, вообще никак не называть их ни спящими, никакими, и вообще никак их не обсуждать, как я говорил. Это в идеале вообще. Чёк остановился у этого домика. Надо туда заглянуть. Надо туда заглянуть. Закрыто. Есть там кто? Зараза. Зараза. Я не причиню вам вреда, откройте. Накрылась наша конспирация. А ты кто такой? И чего тут ищешь? Я Геральт, ведьмак. Иди своей дорогой! Я ищу девушку с пепельными волосами, со шрамом на лице. Вы позволите мне войти? Нет. Нет. Здорово. Брейкман. Здорово, здорово. Привет, привет. Сколько вас там? А ты что, перепись населения? Клянусь бородой своей матери, возьмите себя в руки, ребята. Эй, ты, за дверью. Ты Геральт? Я правильно говорю? Да, Геральт. Послушай, Геральт, поговорим о деле. Мы пережили кораблекрушение. Нескольких моих ребят сожрали какие-то твари, пока мы, наконец, не укрылись тут. Этот остров полон опасностей. Так что не удивляйся, что мы тебе не доверяем. Вот, это просто молчащие зрители. Ну да. И я о том же. Только проходишь игру или уже проходил ее? Прохожу уже 5-й или 6-й раз. Просто в этот раз для канала и еще с модами в этот раз уже. Тебе жарко? Ну пока еще утро, у меня еще более-менее. Но не так, как было вчера или позавчера. Там уже был просто ад. Сегодня уже чуть-чуть полегче, особенно сейчас утром. Как там дальше получится, посмотрим. На этот остров обычно. Но все еще жарко, конечно же. Кораблекрушение — необычный путь. Да перестань уже. Ты же отлично знаешь, что он имеет в виду. Я объясню. Плыли мы как-то со Скеллиги в Новиград. И Ферин скупил у капитана магического светлячка, который вроде как знал дорогу к спрятанным сокровищам. Что-то затянулся ваш рассказ. Давайте уж договоримся как-нибудь. Если это демон, он сейчас попробует нас провести. Я не демон. Я могу доказать, что вам нечего бояться. Это как же? Если я найду ваших друзей, вы поверите, что я вам не опасен? Боюсь, отыскать их будет непросто. Сколько их было? 3. Ива, Гаспар и Ференс. Этот ваш Иво. Где его искать-то? Этот кретин уперся, что должен обыскать пещеры на востоке. Я не сумел выбить эту мысль у него из головы. Ну вот где-то там ищи. Где искать Гаспара? Он сказал, что мы не можем просто так сидеть и ждать спасения. Взял фонарь и говорит, мол, поднимется на вершину горы, будет корабли высматривать. Красава, уважаю, игра огонь. Я так думаю. На все 100% игра легендарная, не побоюсь этого слова. Одна из моих любимых. Настолько любимых, что даже 6-й раз перепрохожу где-то.
Нам сегодня плюс 37 обещают. Я на 28 начинаю плавиться. За 40 я вообще молчу. Куда пошел? Без Ференс? вентилятора это просто смерть Вроде была есть бы, наверное. какой-то корабль. У Ференса руки просто золотые. Если бы кто и смог его починить... Без то только кондера, он. без вентилятора, без мороженого, без воды, это все. Конец. Так хоть что-то хоть как-то спасает. Постараюсь отыскать всех троих. До свидания. Пережить, Я рад, перекантоваться. что ты всё правильно понял. Так, пошли искать этих краснолюдов. А сейчас вот 21, кайф. Угу. То у меня тогда была жара. То есть наоборот, у вас была жара, у меня была нормальная погода, а теперь уже у вас нормально, у меня 40 градусов. Так, мистер Пытаться Бес. сбежать от беса. Здрасте. Один из 3 пропавших. Скверно, что он умер. Один умер. За адрес я выезжаю. Человек? Ха! Ты даже не представляешь, как я рад! Я встретил твоих друзей, давай слезай. Добро! Уже спускаюсь! Ха, вот повезло-то! Знаешь, об одном только жалею! Разбился. Ну вот. Зараза. Еще один. Эх. Остался один последний. Не то. Что ты мне показываешь, потаскуха? Эй, вставай. Брысь. Мужик, иди спать.
Вставай. Что такое? Мама, еще 5 Ты еще минут. кто? Я Геральт. Кто вы вообще такие? Рабиник и компания. Оценка недвижимости, страховка, организация массовых мероприятий. Ого. Меня зовут Гаспар Суттер. Для друзей Соня. Я спал даже во время той бури. Жалко, что столько народу погибло. Может, ты видел сероволосую девушку? Здесь? Нет, не видел. Я вообще мало чего вижу, потому что сплю часто. Твои друзья просили, чтобы я нашел тебя, Ференса и Иво. Боюсь, они умерли. Ива окружили какие-то твари, я сам видел. А Ференс, я слышал, как он кричал, ужасно кричал. А потом зарычало чудовище. Идем в хату. Если что случится, я тебя в обиду не дам. Жалко, ребят, да что ж поделаешь. Ой, пойдем. Только я должен предупредить, что страдаю нарколепсией. Это такое... Знаю я, что такое нарколепсия. Буду тебя будить. Вот и ладно. Пойдем быстрее. А сейчас опять мерзкие гарпии. Ай. Ненавижу их. Давай, потопали быстрее. Еще и туманники. Ничего себе, больно бил. Воу. Слишком больно. Ты сильнее меня. Подъем. Проснись. Сейчас. Еще минуточку. Ну что это Вставай. такое? Вставай. Геральт так ласково. Давай, подъем. Скотина. Вставай. Ты что-нибудь знаешь об этом острове? Почти ничего. Его нет ни на одной карте. С заколдованными островами так часто бывает. Думаешь, он заколдованный? Это единственное, в чем я уверен. Мне, кстати, приснилось, что у тебя 4 подписчика. Чего не спрашивай, просто 4 подписчика. Было время и такое, да? А вот и гарпии. Нет, нет. Ух. Было близко. Чуть не скинули. Ненавижу гарпий. Я уже говорил, еще раз скажу.
Вот это у них тут медицина развита. Там. Нарколепсия. 4 подписчика и армия преданных молчаливых зрителей. Лучше бы армия подписчиков. Настоящих. Он опять? Ты сильнее меня. Прости. Бумс. Ну, вставай. Мурзик, ну чего тебе? Какой Ну, еще щас, Мурзик? щас. И ты что делаешь на этом удивительном острове? Ищу кое-кого. Здесь? Так уж вышло. Не хочешь рассказывать? Не слишком. Я так понимаю, на попадание в рекомендациях влияет активность, а не количество зрителей. Иначе бы к нам больше заходили, думаю. Да, активность. Как раз вот комментарии, лайки, количество сообщений в чате. Вот это все вместе влияет. Побольше, чем количество зрителей, насколько я знаю. Я привел вашего друга. Правда? Пусть дед зовется. И спи. Я не сплю. Это Гаспар! Отойдите, я открою дверь. Это был пароль. Гаспар! Что-то ты мутный. А что сразу мутный? Не выспатый я. Что с остальными? Одного я нашел у логова монстра, он был уже мертв. Второй на моих глазах упал со скалы и свернул себе шею. Холера. Рабиник велел мне присматривать за этим засранцем. Это был его племянник. Благодарю за помощь. Прости, что я тебе не доверял. Эх, все-то у нас наперекосяк. Что нам теперь делать? Вы можете вернуться со мной, у меня здесь лодка, но сперва я должен кое-кого найти. Сероволосая девушка? Да. Мне очень жаль. В чем дело? Она холодная и не дышит. Должно быть, умерла незадолго до нашего прибытия. Давайте у лодки подождем. Всю игру мы ее искали. То в Велине, то в Новиграде, то на Скеллиге. Наконец-то нашли.
Видишь, не все уроки Весемира пропали зря. Ведьмак может забыть поесть, попить, даже подышать, но никогда не забудет позаботиться о своем мече. Ой, правда, он это все время повторял. И не надоело ему. Что это была за тварь, Что, какая тварь? от которой шрам над левым глазом? Он свежий, я его не помню. Это на память от Куралиска из Спалы. Очередной в моей коллекции, говорить не о чем. А твой неплохо затянулся. Авалак готовил для меня специальные мази, до того, как его поразило проклятие. Интересно, где он сейчас? Мы сняли с него проклятие. Он в Каэр-Морхене и ждет тебя. Ты шутишь? Нет, над этим ты бы шутить не стал. Это отлично! Какой приятный подарок! Ты доверяешь ему? Авалакху? Он еще ни разу меня не подвел. Ни разу. Почему, собственно, Авалак тебе помогает? Обычно знающие не в восторге от людей. Здесь дело не во мне, а в моей силе. Впрочем, как и всегда. Авалак пытался научить меня контролировать силу. А еще он следил, чтобы я не попала в руки Эридина. А что нужно Эридину? То же, что и всем. Моя сила. Его собственному миру грозит гибель, и Эридину пришла в голову гениальная мысль завоевать наш. Но сам он, конечно, с этим не справится. Ему нужна армия. Только вот перенести сюда тысячи Аэнейли его навигаторы не смогут. А ты сможешь. Именно. А если я при этом умру, что ж, жертва будет не напрасной. Как вообще получилось, что ты начала путешествовать с Авалакхом? С тех пор, как я оставила вас с Йен на острове Яблонь, Эридин и его красные всадники все время шли за мной по пятам. Я бежала от них сквозь разные миры, и однажды охота меня едва не настигла. И тогда абсолютно из ниоткуда вдруг появился Авалак. Он нашел портал и перенес нас в мир, где Эридин не мог нас выследить примерно полгода. И в каком мире вы прятались от Эридина? Ты все равно не поверишь. А ты попробуй. Там у людей в голове металл, а войны они ведут на расстоянии при помощи чего-то вроде мегаскопов. Ну и никаких лошадей. Зато у каждого воздушный корабль. Ладно тебе. Я же говорила, что ты мне не поверишь. Отсылка на Киберпанк, Надо было там остаться. который на тот момент еще даже не разрабатывался или только в задумке был. Те года. Тогда зачем ты вернулась? Я думала, что дикая охота сбилась со следа, что я в безопасности. И потом я хотела вас найти. Тебя и Йеннифер. Ты искала нас, а мы тебя. Иногда мне казалось, что я отстаю от тебя всего на шаг, а иногда, что я хожу по кругу. Неудивительно. Часто я просто летела, не разбирая дороги. Ну тогда расскажи мне, как все было, по очереди, с самого начала. Как только мы появились на Артскеллиге, Эридин сразу нас нашел. Его красные всадники нас окружили. Я думала, это конец. Но оказалось, что у Эридина другой план. Он вытащил филактерий и распечатал его. Вдруг все окутал туман, и Авалак начал задыхаться. Тогда Эридин и наложил проклятие, которое превратило Авалакха в Уму. Да. Он не хотел его убивать, только унизить. Но Авалак не сдался без боя. Он наложил какое-то заклинание и просто разметал бойцов охоты.
А заодно половину леса на Артскеллиге. Это дало нам время для бегства. Авалакх открыл портал, и я прыгнула туда. Он должен был пойти за мной, но, видно, из-за проклятия что-то пошло не так, и он не успел. Так или иначе, мы договорились, что если вдруг что-то пойдет не так, то мы встретимся в его укрытии в Велине. Но вы так и не встретились. Я прошла через портал, но вместо убежища Авалакха вывалилась посреди кривоуховых топий. Я едва сбежала от ведьм. Потом был барон. А ты знаешь, что он взял меня на охоту и что я убила кабана мечом? Слышал. В общем, это вышло случайно. Мне вообще не хотелось ехать на эту охоту, но глупо было отказываться. Я не взяла никакого подходящего оружия, потому что не собиралась им пользоваться. Я просто ходила по лесу, дышала свежим воздухом и вдруг услыхала странный звук. На тебя напал кабан? Угу. Здоровый как тур. И бросился прямо на меня. А у меня был только меч. Ты отлично справилась. Люди барона до сих пор вспоминают. Они простые солдаты. Я с ними хорошо ладила. Жалко, что пришлось оттуда бежать. Но я не хотела натравить на них дикую охоту. Потом я знала, что проклятие набирает силу, поэтому вместо того, чтобы искать Авалакха, решила найти тебя и Йен. А как вышло, что ты попала к ублюдку-младшему? Я не могла вас найти, а мне надо было починить филактерий. Обычные ремесленники мне бы не помогли. Тут был нужен очень сильный чародей. Лютик посчитал делом чести помочь мне. Организовал встречу с каким-то чародеем. Но оказалось, что это ловушка храмовой стражи. Он мне ничего об этом не рассказывал. Наверное, не хотел тебя расстраивать. Потом мы узнали, что стража постоянно устраивает такие провокации, чтобы поймать тех, кто сотрудничает с чародеями. Стало понятно, что придется искать другой способ. Тогда Лютик сказал, что в Новиграде есть человек, который может больше других, и что наверняка у него есть и выход на кого-то, кто починит филактерий. Ублюдок-младший. Угу. У меня было подозрение, что это не лучший замысел, но я была в отчаянии. У меня просто не было выбора. Предчувствие тебя не обмануло. Вы нашли не лучшего союзника. Этот дубина, ублюдок-младший, вбил себе в голову, что мы его обманули и похитил Дуду. А вы его отбили и бежали на Храмовый остров. Отличный план. Да не было у нас плана. Мы просто помчались, куда глаза глядят. Я даже не заметила, что стражники загоняют меня в ловушку. Просто в какой-то момент я поняла, что должна исчезнуть. Немедленно. И перенеслась на Скеллиге. Побережье Хиндрасфьяля было первым приятным местом, которое пришло мне в голову. Когда-то мы плавали там с Хьялмаром. То есть ты случайно там оказалась? Я думал, вы условились встретиться там с Авалакхом. Нет, он просто почувствовал, что я использовала силу. По тому же принципу Иридин может чувствовать, где я. Впрочем, именно поэтому он вскоре появился там со своими всадниками. И снова все понеслось очень быстро. Лафотен, нападение охоты, побег. А потом все, что я помню, это сны. Что-то тут не сходится. Она говорит, что Авалакха Уму превратили еще, когда они первый раз были на Скеллиге. Когда она в Лафотене бежала от дикой охоты, мы видели, как он ее, собственно, отключил и вел в это состояние какого-то сна, о котором она говорит, и на лодке ее завез сюда, на этот остров. Как он мог ее завести, если она говорит, что его прокляли в этого Уму еще при первой встрече? И она искала как раз, как этот филактерий зарядить, чтобы проклятие снять. Что-то какая-то тут несостыковочка маленькая. Что тебе снилось? Потому что у меня последнее время были одни кошмары. У меня по большей части тоже.
В одном из них тебя подкарауливал монстр, который вырос из мертворожденного ребенка. Это ужасно. Но были и милые вещи. Например, мы сидели у огня, пили хорошее вино, а вокруг танцевали и смеялись люди. Это и правда гораздо приятнее. Но все равно заканчивалось в какой-то башне. Что бы мне ни снилось, в конце я все равно входила в башню. Знаешь эту башню? Знаешь, где она? Не знаю. Мне кажется, нет, но с другой стороны было в ней что-то знакомое и поразительное. Она была суровая и мертвая, но я чувствовала, что должна войти внутрь. И ты вошла? Нет. Всегда все заканчивалось поисками входа. А в последний раз вместо башни я увидела твою седую голову. Если бы не этот шрам над глазом, я бы подумала, что это все еще сон. Я боялся, что ты умерла. Я встретил здесь краснолюдов, которые пытались тебя будить. Они говорили, что ты ледяная и не дышишь. А все-таки ты пришел. Ну, кто станет слушать краснолюдов? Кстати, они, должно быть, уже заждались. Надо идти. На берегу ждет лодка. Потом поедем в Каэр-Морхен верхом. Верно. Лучше путешествовать общепринятым способом. Хотя через портал было бы быстрее. Это моментально привлечет Эридина, лучше не рисковать. Кроме того, я терпеть не могу порталов. Ненавижу порталы. Сука. Лодку сперли. Слушай, надо что-нибудь придумать. Забери нас отсюда. Они узнают, где мы. Они найдут меня. Они уже нашли. Забери нас домой. Ой, как сейчас все будут рады нам. Все хорошо. Привет, маленькая. Цири! Обнимашки. Сейчас пока всех пообнимаем. Как же ты похорошела. Что стоять? Пойдем поздороваемся со всеми. Вы ничуть не изменились. Все. Такими я вас и запомнила. Что? Сестричка.
Все, кого ты просил о помощи, уже здесь. А Валак отдыхает в башне. Ему все еще плохо. Нечего тут стоять. Заходите внутрь. Пошли всех обрадуем. Я чертовски рад вас всех видеть. Что же мы здесь стоим? Да, идем Действительно. внутрь. Нам надо все обсудить. Пошли. 32-й. Сразу 32-й? Йен, ты знаешь о дикой охоте? Так там же был у меня 30-й. Мне что, сразу 2 уровня дали? Ого. Вот это Можешь щедрость. сказать что-нибудь об их магии? У нее есть навигаторы, которые открывают порталы. С порталами бороться можно магией или двемеритом. Еще они используют холод, приходящий из пустоты, сквозь которую они путешествуют. Нас Рад тебя слишком видеть. мало. Это будет тяжелый бой. О, Хьялмар. Дикая охота скоро будет здесь. Приходит время Теддейра, час конца. Как оно, Геральт? Понятно. Будь здоров, С Анкрай. тобой ничего нового. Приготовься, Фолан. Дикая охота уже близко. Значит, близится Рагнарёк. Выглядит, будто финал близко. Не. Это просто довольно эпичный и важный момент игры, но это еще не финал. Но да, выглядит как довольно... как довольно что-то похожее на финал, да. Так, сейчас я хочу кое-что сделать, а именно попробовать включить обратно моды. Надеюсь, больше никаких вылетов не будет. Надеюсь, это единоразовая такая багованная фигня у нас произошла. Вроде нормально. Так. Сейчас еще вопрос, что там с загрузкой самого сохранения будет. Еще тоже вопрос. Так, пока мы ждали, у меня геймпад даже отключился. Перешел в режим сна. Замечательно. Как не одно, так другое. Это чат GPT не играл в Ведьмака 3, тупо с поисковиков взял картинку. Я брал откуда нашел. Я не заморачивался. Какую нашел, такую нашел. Чат GPT я тут никак не применял, если что. Все претензии к тому, кто это делал до меня. Так, все, геймпад работает, все работает. Поехали, наконец-то. Впервые играешь? Нет, не впервые, уже 5-й или 6-й раз. Просто в этот раз для канала и с модами. Сложность на максимуме. Какие настройки графики? Тоже на максимуме. Разрешение, лучи, разрешение классическое 1900 на 1080. 1920 на 1080, то есть. Лучи выключены, к сожалению, чтобы FPS был более стабильный. Так, все. Все работает. Продолжаем, на чем мы остановились. Ты нашел ее? Да, нашел. Все инструменты прихватил. Я подумал, что перед битвой нужно будет наточить мечи и заклепать доспехи. Хорошая мысль. Спасибо, Золтан. А еще я собираюсь изготовить мое особое средство — махакамскую смесь. Очень хорошо взрывается и очень помогает при осадах. Ой, до финала еще далеко. Ну, так у нас и не написано, что финальный стрим. Можешь что-нибудь сделать ну, для меня? Да, до финала еще какое-то время определенно. У тебя есть схема. Еще 1 или 2 стрима точно. Так, не, мне ничего не надо. Только ремонт.
Хотя... Может? Ясно. У него нет отдельной кнопки торговли, но вот тут вот лавка как будто есть. Но у него ничего такого супер важного для меня вроде нет. Поговорим позже. Позже. Вижу, ты в хорошем настроении. Цири-то как подросла. Геймпад даже не верил, что мы не сможем, а мы смогли. Мы смогли. Заставим GPT-чат поиграть в Ведьмака. А то чё он? Ага, чё он? А чё он? Долго же оно грузилось так-то. Да, я ожидал побыстрее. Билды или просто в любой броне без заморочек? Скорее, без заморочек. Как только смогу мастерскую скрафтить, то, наверное, перейду на билд какой-то брони и мечей. Либо кота, либо медведя, скорее всего. А пока у меня какой там 32-й уже вроде как сейчас уровень, то пока еще бегаю. То все. Перемешку. Да, вы раскусили мою маскировку. Да. Раскусили Игора. Надеюсь, этот газ подействует. Подействует? Надо только поджечь его в нужный момент. А эта дыра останется здесь навсегда? О дыре будем думать, когда все кончится. А теперь отойдите-ка, мастер-ведьмак. Какой-то кот другой. Тут от кота только штаны и перчатки, по-моему. Анаир, А броня другая. Аланда. Волк? Ну и воняет этот газ. Надо всем сказать, чтобы не ходили туда с огнем. И что теперь? От выпивки я бы не отказался. Ну, конечно. Я тоже. После совета поищу чего-нибудь. Старичкам лишь бы выпить на работе. Стены чинили халтурно. Только все испортили. Зачем этот газ? Он легко воспламеняется. Я собираюсь взорвать его, и вместе с ним несколько воинов охоты. Стены крепости не пострадают? Это не стены, а развалины. Им уже ничего не повредит. А я дипсик тогда? Не знаю. Эмиция ИИ Игор Шок. Ага. Ого. Золото на голос озвучки Оптимуса Прайма. А также советника из цивилизации 5. О, таких фактов я даже не знал. Может, еще успеем залатать дыры? Материалы есть. Если нужно, я помогу. А Ламберт? Ха, прямо вижу, как он кладет камни. Что посоветуешь? Нужно приготовиться к обороне. Противник у нас грозный. И мы мало о нем знаем. Видно, что ты в хорошем настроении. Если у них идет кровь, значит их можно победить. Мессимира голос озвучки Джеральда Батлера. Геральта голос озвучки Джоэла из Ластухи. Да, а у Эмгыра голос озвучки Хейта Маккенуэ. Мы это вот тоже уже заметили. В некоторых Она одна из нас, Геральт. моментах, по крайней Мы не мере. позволим ее забрать. Ламберт. Чёртова рухлядь. Она немногим младше Весемира. Ламберт. Хрен моржовый. Ну что, получается? Скорее стану иерархом Новиграда, чем эта хреновина выстрелит. К бою готовы? Всегда готов. Всегда готов. Эскель. Здравствуй, Волк. Медитируем. Эскель. Не мешай, я готовлюсь. Понял.
дальше. Он и так высоко. Ты его всегда заваливаешь, когда отпускаешь тетиву. Кроме того, у горящих стрел совсем другая траектория. А вот и ты. А вот и я. Я рад, что вы здесь. Я собирался приехать один, но Бьянка меня выследила. Заставила взять с собой. Ай да Я думала Бьянка. устроить тебе скандал за то, что ты меня не позвал. Но по дороге уже все высказала Раше. Старые знакомые. Что здесь делает этот ублюдок? Он нам нужен. Может, ты и забыл, что он сделал, а я нет. Я присмотрю за лето. Обещаю, что буду вести себя хорошо. Если ты будешь следить за предателем, то не уследишь за врагом. Почему убийца королей тебе так важен? Этот Иридин, он же король? Да идите вы, оба! Ха-ха. Это Мы была останемся шутка и от поможем лета. тебе. Но мы не хотим, чтобы он Шутка стоял от лета. у нас за спиной. Лето без котлеты из клана Руки-Базуки. Да, он самый. Собственной персоной. Лето из котлеты. Как настроение перед боем? Помнишь, как мы сражались с ними под деревом висельников? В этот раз тоже справимся. Помню, помню. Бьянка пьянка. Да, и она тоже собственной персоной. Есть минутка? В чем дело? Как тебе удалось подкупить арбалетчика? Ну, того, который тебя убил. Это было нетрудно. Я узнал, что в банде с Вестером ходит Бен Коверец. Когда-то я спас жизнь его отцу, а тот был великим лучником. Я слышал, что Бен унаследовал его способности. Я пришел к нему, и мы договорились, что когда Вестер меня выследит, Бен выстрелит в меня прежде, чем начнется настоящий бой. Рискованный план. Думаешь? Я опасался только, что кто-то кроме Бена захочет проверить, правда ли я умер. Или для верности раскроит мне череп. Но немного страха – это небольшая цена за свободу. До свидания. Лето медленно говорит, быстро думает. Эпично говорит, эпично думает. Весь такой эпичный. Лето из котлеты. Бьянка, не бесись. Зря ты пригласил убийцу королей. Бьянка, не бесись. Бьянка, не бесись. Зря ты пригласил убийцу. Роше. Да-да-да-да. Не до разговоров мне сейчас. Роше, не бесись. Роше. Не до разговоров мне сейчас. Ага. Обиделись, видите ли. Коза. Колокольчик. Еще один колокольчик. Два колокольчика. Устроить совет в Каэр Морхене. Иллюзия. О, прихорашивается. Привет. Если мне сегодня суждено умереть, я хоть выглядеть буду хорошо. Конечно. Главное, чтобы прическа была хороша. Хочешь порадовать дикую охоту? Женщина делает макияж только за тем, чтобы порадовать себя. Хорошо, что ты здесь. Рада тебя видеть. Я думал, ты будешь раньше. Сначала я вообще сюда не собиралась, но потом передумала. Почему вдруг? Есть вещи, которые женщина не должна объяснять никогда. Чародейка в особенности. Форум демонстрирует свои способности к чтению мыслей. Угу. Могем, умеем, практикуем.
Колокольчик — это козел Эскеля. Один? Мы только что видели их два. Или это баг? Или он не С один? удобствами здесь не очень, но чувствую себя как дома. Я думал, он один должен быть. Оставь в покое мои вещи. Ой, извините. Просто хотел проверить. Мадам Трис. 40-50 тянет Ждалкера 2? Нет. Нет, не тянет. Я на этом очень сильно пробомбил. У тебя такой вид, тебя что-то тревожит? Охота может появиться в любую минуту. У тебя такой вид, тебя что-то тревожит? Мы не отдадим Цири. Так, еще с кем-то можно поговорить? Кто-то еще тут есть? А где сама Цири, собственно? Ну, ладно. Совет так совет. Вот зараза. Даже перед схваткой с драконом я не так волновался. Один раз ты их уже победил. Я знаю, что ты сделаешь это снова. О, я помню, как у нас сталкер тянул. При том, что я все равно даже при всех таких мучениях на выходе его все равно как-то стримил, как-то проходил. То ли тогда он все-таки как-то получше шел у меня каким-то чудом, то ли, может, у меня там настройки были другие, то ли что. Но я как-то там вытерпел и по итогу прошел даже как-то его до финала. Но сейчас опять это терпеть я решил, что нет, не хочу. Не буду. На днях прошел на 3070 4К на эпических, с DLSS качество 100 FPS. А видеопамяти сколько? А то у меня как раз проблема вся как раз видеопамяти. Во всем остальном у меня проблем вроде нет. Из-за видеопамяти как раз главная проблема в том, что FPS очень часто просто в нулину падают, и приходится либо перезаходить 100 000 раз, либо бросить это дело. Вот зараза. Даже перед схваткой с драконом я не так волновался. На самом деле только мы с тобой знаем. $8 гигабайт же на 3070. А, у меня 6. Собирай всех, начнем совет. Внимание, Великий Совет. Всех наших друзей. Всей большой компашки. Спасибо, что вы здесь. Дикая охота может появиться в любую минуту. Они придут за Цири, но мы их остановим. С чего ты вообще взял, что охота появится? Они всегда знают, куда я телепортируюсь, и могут моментально переноситься с места на место. И какой у нас план? Нас мало, но положиться можно на каждого. Если будем действовать сообща, мы победим даже охоту. Для начала Йен окружит крепость магическим барьером. Им придется телепортироваться снаружи. Если они рассеются по лесу, можно устроить охоту на маленькие группки. Ну вот, у нас уже есть первый доброволец на вылазку. Я второй. Я пойду с вами. Всегда легче выйти на врага, чем ждать. Всадники попытаются проникнуть за стены через порталы навигаторов. С такой магией мне не справиться, поэтому ваша задача во время вылазки — найти и закрыть как можно больше проходов. Ламберт приготовит нам 2 меритовые бомбы. Ты формулу-то еще помнишь? Ясное дело. Отлично. Знак Ирден тоже должен действовать на порталы. Кроме того, я дам вам по амулету.
Разломав такой амулет, вы станете невидимы. По крайней мере, пока стоите или не делаете резких движений. То есть вы сможете тихо подойти к врагу, но в бою вас сразу увидят. Кроме того, вас можно будет почуять или услышать. Так что если нарветесь на большой отряд, не нападайте. Дайте сигнал Трис, и она вам поможет. Я буду следить за вами. Как только дадите мне знак, я обрушу на лес огненный дождь. Когда умирает близкий, ты отчаянно надеешься, что это все ложь, кошмар, от которого скоро проснешься. Я рада, что для Геральта смерть Цири оказалась неправдой. Такая ложная смерть, от которой все равно чуть-чуть очень сильно расстроился, напрягся, и настолько сильно, что у нас все повылетало и поломалось, даже игра поломалась. Но главное, что все потом нормализовалось. Жаль, что так бывает только в игре. Да? Очень сильно жаль. Помните, что нас мало, и мы должны помогать друг другу. Если что-то пойдет не так, дикая охота загонит нас в оборону. Нам придется отступить к воротам крепости. Внутренний двор – последняя линия обороны. Если не остановим их здесь, все кончено. Самое главное для нас – Цири. Это за ней гонятся всадники. И мы должны защищать ее любой ценой. Что делать мне? Ты останешься в крепости. Если они прорвутся внутрь, мы все придем к тебе на помощь. И речи быть не может. Я сумею о себе позаботиться. Никто в этом не сомневается. Но ты помнишь, что самое важное в охоте на чудовищ? Выждать удобный момент. Потом я дам тебе амулет. Используй его, и на место, где ты стоишь, упадет огненный шар. Это так, на всякий случай. Что еще у нас в запасе? Раз вы собрались поохотиться в лесу, я бы мог приготовить волчьи ямы, как у синих полосок. Это как? Чертовски глубокие, одно уставлено острыми кольями. Я привез махакамскую смесь. Горит, как адская сволочь, и липнет ко всему. Бочки можно расставить в узких проходах и подпалить, когда придет нужда. А вы знаете, что у вас под ногами залежи газа? Можно было бы открывать трещины в земле и устраивать взрывы. Однако для этого мне нужно подготовиться. Есть лаборатория и мастерская. Помни, запасы у нас ограничены, а времени мало. Нужно решить, какое оружие против охоты нам нужно в первую очередь. Верно. И в мастерской, и в лаборатории мы можем приготовить только что-то одно. Кому нужна лаборатория? Я уже начал готовить эликсиры. Хотелось бы закончить работу. Я мог бы наделать больше ведьмачьих ловушек, но мне понадобится все оборудование в лаборатории. Только я не понял, что за белый свет ее оживил. Олицетворение души? Ну, это Авалак что-то там наколдовал, намутил, что-то, может быть, усыпил ее, часть ее души вырвал из нее, и как он нам дал этот лучик, как раз который, собственно, нас и привел к ней, сквозь этот туман, через острова. И этот лучик, как часть ее души, действительно, может быть, вернулся к ней, воссоединился, и в совокупности она оживилась. Что-то типа такого, походу. Короче, что-то наколдовал. Что-то наколдовал, что-то намутил. Напоминает концовку метро Last Light. Нас мало, так что ловушек нам понадобится как можно больше. Теперь о мастерской. Я собирался залатать пролом в стене. С другой стороны, инструменты нужны, чтобы расчистить арсенал. Расчистить? Разве тебе не сказали? Года 2 назад рухнула крыша. А там были отличные мечи. Нам бы пригодились. И не мешало бы замуровать те дыры, иначе осада может быстро закончиться. Геральт в прошлом году подстригался и брился. На нем просто все очень быстро отрастает.
Прежде всего, надо заделать пролом в стене. Сомневаюсь, что мы успеем сделать что-то еще. Ну, все обсудили. Да. У нас мало времени, так что за работу. За работу. Подведем итоги. Йеннифер создает магический барьер и задерживает первый удар. Она оттесняет всадников в лес. Геральт, Ламберт и Лето ждут в лесу. При помощи Двемерита они будут закрывать порталы навигаторов, чтобы как можно меньше всадников попало в крепость. Трис ждет сигнала и по отмашке устраивает всадникам огненный ад. Остальные отражают натиск тех, кто все-таки проникнет за стены. Если что-то пойдет не так, мы оставляем внешний двор и отступаем в крепость. И самое главное, Цири не должна попасть в руки Иридина. Теперь посмотрим на план крепости и обсудим все в деталях. Вот уж некромант. Какой рекорд по убийству Детлофа? В плане рекорд. Насколько быстро или что ты имеешь в виду? У меня такое ощущение, будто мы упустили что-то важное. Не думай об этом. Да, по времени? Ой, я вообще не считал. Никогда не считаю время. Я всегда все свои прохождения как-то на расслабоне проходил, на вайбе. И нигде ничего ни на какое время не проходил и не замерял. Тем более, некоторые из моих прохождений, из этих 6 или 5, не все они были прям полные. Некоторые забрасывались, поэтому некоторых там даже до крови и вина, до дополнения я и не доходил. В целом я всего где-то, наверное, 2 раза до него доходил. И полностью его проходил, а все остальные попытки там забрасывались на каких-то этапах. Ранних или поздних. Что готово? Времени было мало. Так что немногое. 5 или 6 прохождений, о которых я говорил, у меня это все вместе как раз. Не волнуйся, ты и так. полные прохождения Выше за все голову, время, и мы справимся. заброшенные, которые начинались. Спасибо за все. Пойду седлать коней. Когда будешь готов ехать в лес, приходи. Возьмем с собой Лето. Ты знаешь, что я об этом думаю. Лето. И лето, и зиму возьмем с собой. Ну, погнали. А, можно еще поговорить? Есть минутка. Серьезный разговор. Очень. Ты знаешь, что я не позволю им тебя забрать. Знаю. Не лезь в бой и держись подальше от неприятностей. Не надо ко мне относиться как к ребенку. Даже когда ты была маленькой, я не относился к тебе как к ребенку. Люблю, когда ты улыбаешься. Пойди сюда. Опять обнимашки. Все будет хорошо. Ага, все будет зашибись. Так, все уже разошлись. Ну, правильно. Молодцы. Все по местам, действительно. Мило. Не то, что сейчас будет. Тут милоты уже не будет. Они вообще кем по крови являются друг другу? Они не родные, если ты имеешь в виду это. Не чужие по крови. Ну только по крови. Так-то они далеко друг для друга не чужие. Именно по крови. По крови император у нее отец.
из кровных родственников именно. Тот самый голос Хейтема. А Геральт и Йеннифер типа приемные родители у нее, которые очень много с ней были в прошлом связаны. Это очень длинная история, короче. Так, сейчас начнется. Видишь? Началось. В лес. Но с Хейтом-то вообще без проблем. Как тебя легко подкупить? Барьер пошел. Когда все кончится, скажу Йеннифер спасибо. Это заклинание просто нечто. А еще невидимость. Гончие могут тебя учуять, к ним не приближайся и помни. В бою тебя будет видно. Он всегда столько болтает. Только когда нервничает. Вы видите силуэт Кстати, этих глаз отличные вышли бомбы. и рта? Целься точно в портал, не трать их попусту. Двимерита у меня больше нет. Ян говорила, что Ирден тоже может закрывать порталы. Они уже здесь. Идем поздороваемся. Не спеши. Пока что лучше не высовываться. И дать Трис возможность проявить себя во всем блеске. Значит, Меригольд умеет вызывать не только стаи бабочек. Сейчас увидишь. В следующий раз, прежде чем я захочу разозлить Меригольд, лучше сразу дай мне по башке. Я могу тебе просто так дать по башке. Без причины. Люблю такие моменты. Ничто не пахнет слаще, чем воздух перед битвой. Когда-то я видел здесь следы главоглаза. Если он еще здесь, можно найти его и натравить на дикую охоту. Так. Главоглаз. Надо его приманить. Карауль. А я положу ему приманку. Действуй. Мерзкая тварь. Ненавижу жуков. Но когда эти жуки дерутся на нашей стороне, то почему бы и нет? Вот. Естественный отбор действий. Развлекайтесь там.
ненавидит портал. Скажи, что умеешь. Поехали. Следующий. Белый волк? Никто не запрещает мне в такие важные моменты все равно лутаться. Все как всегда. Я, конечно, верю в невидимость. Скотина. Ага. Геральт, Геральт. Достижение одно за другим. Дело сделано. Их хвалить. Следующий. Следующий, кричит заведующий. Геральт, сюда! Смотри, они перестраиваются. Видишь командира? Это Имлерих. Я помню его по тем временам, когда сам ездил с дикой охотой. Ах ты, сука, невидимость проходит. Попробуем его убить. Я бы не рискнул. Педик. Осуждаем. Лето из котлеты. Мы тебя осуждаем на всякий Что случай. там с Мерегольд? Зараза. Зараза. Ты должна была ждать внутри. Я не могу все время прятаться. Я должна с ними сразиться. Назад, немедленно. Нет. Геральт подал сигнал, а Трис ничего не сделала. Холера. Давай к ней. Даю. О, Золтан. Дювельшайс, да. Красавчик Золтан. Держись, Трис! Цири! Вернись в крепость! Нет! Геральт дал сигнал! Я видела! Прикрой меня! Петра Глария! Я готова! Зараза! Еще раз зараза. Сколько еще будет за раз?
Геральт! Слоумо. Назад! Отступаем. Заклятие Йен слабее! Буран почти в крепости! Быстрее, Клотвар! Береготь нас прикроет! Не стоим! Интересно, он сдох? Гиммлери? Сомневаюсь. Большой отряд подходит из леса. Надо запереть ворота, пока они не ворвались. Да, сэр. Ну что ж, как угодно. Отрезать двор! Закрыть ворота! Я уже бегу. Я уже бегу, говорю. Ладно. Но это он так долго будет. Тебе путь прокладывать. Азар! Аната! Велос! Спасибо за помощь. Ты бы без меня не справился, а? Ну, признайся. Ламберт! Балда! Давай к нам! Балда, Ламберт. Йеннифер слабее! Берегись! Осторожно! Они сумели прорваться внутрь! 33 уровень. Как ты мог? Давай на место! Что там в лесу? Привет от Золтана, сучьи Ой, это бочка, бочка. Блин, бочку не заметил. Кто там это ее поджег? Лето или кто? Или Ламберт? Кто меня убил? Своих убивают, блин. Смотрите, куда игни свою пуляете. Ай, помощнички. Осторожно! Они сумели прорваться внутрь! Отходим! Воротам и во двор! Пробивают, точно. Вот, как ты мог? Давай на место! Я, как всегда, вовремя. Выход на главный двор! Спокойно. Дескель, холера,
Мы договаривались, что он откроет ворота. Они пока закрыты, значит... Он справится. А мы должны помочь Трис. Добраться до Трис. Как всегда вовремя. Спасибо. Если бы не вы, было бы тяжко. Нам пришлось отступить. Они пытались пройти через главные ворота. Боюсь, в следующий раз у них получится. А ведь это реально не финал еще. Надо отходить. Да, представляю, что в финале Он в беде. будет. Я иду к нему. Помни про камень, который я тебе дала. Дуэль. Мистер Пафос. Да. Видишь? Я тоже так умею. Этих я возьму. Ау. Ты спасаешь мою задницу, а должна была сидеть в замке. Ха. Тогда кто спасал бы твою задницу? Этих я возьму. Если бы ты была послушной девочкой и слушалась бы приказов, я бы был сейчас мертвым мальчиком. Спасибо. Я слушаю только умные приказы. Геральт и остальные отходят вглубь крепости. Надо открыть им ворота. Конечно, мне кто-то помешает. Эскель открыл ворота. Можно отходить. Отходим. Ну да, Эскель открыл. Что ты здесь делаешь? Уже не имеет значения. Помогает. Жопы спасает кое-кому. Двемеритовые бомбы.
В ящиках у стен есть еще. Геральт, держи их! Я сотворю круг жизненной силы. Да мне и так вроде нормально. Разве что чуть вот так вот. Нужно Чтобы закрыть было портал, еще лучше. иначе мы погибнем. Так, порталы, сначала порталы. Так, где еще бомбы, вы говорите? В сундуках. В смысле есть? Уже бегу! Бегу. Где портал, блин? Стена держится! Уже бегу! Опять бегу. Этот ублюдок хочет прорваться сюда! Уже бегу! Уже бегу! Там мы поняли, что ты бежишь. Идем. Геральт, где он? Надо... Беги! Она тебя не бросит. Вы, люди, так непрактичны. Цири! Нет! Я запрещаю!
Вечно ты никого не слушаешь. Мне всегда это нравилось. Теперь беги! Я не успела ему помочь. Это не твоя вина. Я не должна была бежать в Каэр Морхен. Авалак слаб, но жив. Трис перевязывает остальных. Я чуть не убила вас. Чуть не убила всех.
Жаль, что я не умею плакать. Грозный Геральт. Это не финал, кстати. Не. А вы что думали, финал будет с такой грустной концовкой? Если Начало бы не игры. ты, мы были бы уже мертвы. Нет, Геральт. Если бы не я, Дикая Охота никогда не пришла бы в Каэр Морхен. Надо готовиться к погребению Весемира. Битва закончилась. Ладно, пойду поработаю полную силу, а то корпоратив через час. Работы дофига и больше. Всем хорошего дня. Удачи, хорошей работы, Евгений. Не вини себя. Ни один ведьмак не умер в своей постели. Ты не знаешь, как это, когда ради тебя умирают те, кого ты любишь. Мы все знали, на что идем. Да, и спасли меня. Только надолго ли? На неделю? На год? Мы спрячем тебя, заметем следы. Нет. Хватит прятаться. Вафаэль. Для тех, кто остался, смерть никогда не должна быть важнее жизни. Проститесь с другом. Когда закончите, соберемся на совет. Не люблю, когда вместо нормальной битвы в конце дают какую-то сильную способность, и он всех ей выносит. Ну, мы тут же все-таки не победили. Никого, собственно, не вынесли. Они просто отступили, и, грубо говоря, ничья у нас по итогу произошла. Будет второй раунд. Потом еще. Так что никто никого не вынес, грубо говоря. Пока что. Не представляю Каэр Морхен без Весемира. Я собираюсь спуститься в долину. На следующую зиму подыщу себе другое место для зимовки. И воины все куда делись? Отступили. Видели, она начала орать, и у них прям
Кровь из ушей, скажем так, пошла. Слишком громко было, и они отступили, пока все не оглохли. Как говорил Леха выше там, заорала всех до смерти. Ну, не до смерти, но заорала так, что всем пришлось смотаться. Ретироваться срочно. Я понимаю. Попытаюсь счастье в Нижней Мархии. Война всегда добавляет работы. Там посмотрим. До свидания. До свидания. До свидания. Благодарю. Я попрошу. Девушка моя воспитанница. А пожилые люди только для того и живут, чтобы помогать молодым. Ты понимаешь, что это еще не конец? О, да. Понимаю. Что бы ты ни решил делать дальше, помни, что на Скеллиге ты всегда найдешь поддержку. У меня, у Краха, у его детей. Спасибо. Я буду об этом помнить. Я пока присмотрю за ранеными, но скоро мне надо будет возвращаться. Я оставлю вам немного лекарств. Будь здоров, мышавур. До встречи. Жаль, я не узнал его получше. Незачем больше возвращаться в Каэр Морхен. Ну и как? Теперь я могу сказать, что видел на этом свете все. Я до сих пор не верю в то, что видела. Вы рисковали ради меня жизнью. Как я могу вас отблагодарить? Мы что-нибудь придумаем, правда? Обязательно. Что вы собираетесь делать? Надо возвращаться в Новиград на следующую войну. Если вдруг соскучишься, мы будем в лагере. Почему ее никто атаковать не смог? Ну, к ней пытались подойти, но чем ближе к ней, походу, тем сильнее на мозги влиял этот ее крик. Такая какая-то способность. Ультразвук какой-то. Было тяжко. Спасибо за подписку. Но все получилось. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Ты не хочешь остаться в Каэр Морхене? Было бы неплохо. По крайней мере, на время, пока не решу, что делать дальше. Идет. Новый сожитель в Каэр Морхене. Ведьмаки никогда не умирают в постели. Спасибо за все, что ты сделала для меня и для Цири. Честно, если бы я знала, что тут будет, я бы близко к Каэр Морхену не подошла. Рада, что смогла помочь, но я уеду, как только Ламберту станет получше. Ламберту? Слушай, а ты с Ламбертом... Ты, видимо, считаешь себя единственным ведьмаком, на которого может положить глаз чародейка. Знаешь, вы действительно прекрасная пара. Ты думаешь? Спасибо. Думаю, могли кинуть оружие. Думаю, они так умеют. Да, кинуть палкой ей в лицо. И сбить ей ульту. Действительно. Вы едете вместе? У меня есть одна мысль, но для ее воплощения понадобится помощь ведьмака. Ламберт согласился мне помочь. Удачи. Еще раз спасибо. Теперь мы квиты. А Ламберт, с ним можно поговорить? Мы можем поговорить? Можно. В чем дело? Это точно. Вот выйдет DLC, и видя, что в 4-й части в этом DLC Геральта и убьют. Кто знает, что они там сделают. Если опять будет как и с Джоэлом в Last of Us, опять какую-то клюшку сделают, то я уверен, будут скандалы 100%. Очень сильные. Какие были скандалы тогда с этой клюшкой, со смертью Джоэла. Если тут с Геральтом опять что-то такое намутят, то будут скандалы страшные. И как? Обожаю такие вопросы. Как я?
Хуёво, Геральт. И ты отлично об этом знаешь. Я знал, что старичок не будет жить вечно. Да что там, я сам сказал Эскелю, что если что случится, я возьму его меч. Знаешь, он отлично лежит у меня в руке. Но Весемир заслуживал лучшей смерти. А умер раздавленный, как вошь. Мы отомстим за него. У меня это не вызывает никакого оптимизма. Пока. Береги себя. Ну а куда без скандала? Ну, естественно. Мне очень жаль, Геральт. Мы можем В чем дело? Ага. Пока. Береги. Ты? Я. Жаль Весемира. Спасибо за помощь. Я отдавал долг. Четвертая часть Церий мстит за его смерть? Что, вариантов мало? А что, уже игра вышла? Уже известен весь сюжет игры? Или разработчики официально рассказали весь сюжет игры? Ты сразу вернешься на Артскеллиг? Медлить нечего. Вот-вот начнется война с черными. Ты же знаешь, что всегда можешь на меня рассчитывать? Знаю. И благодарю за это. Не весь это в тизере был. В тизере весь сюжет игры был? Сомневаюсь. Пришел справиться, как я себя чувствую? Спасибо. Могло быть и хуже. Это даже, хорошо. даже если не весь, даже если хоть что-то там было, ну... Жаль это мне смешно по одному Весемира. трейлеру или еще по каким-то Я там знаю, он был теориям. тебе близким другом. По вообще чему-нибудь такому Спасибо. ненадежному, неофициальному. Какие-то там сразу Слушай, мнения строить, что хотелось бы там мне Геральта вмешиваться убьют, что между будет иметь, водкой что и будет то, закуской. все. Не пойми меня плохо. По Я мне это вам неправильно. помогу, что бы вы ни устроили. Но, по-моему, сейчас надо контратаковать. Надо отыскать дикую охоту и накрыть ее, как бык-овцу. Нас слишком мало. Мы чудом отбили атаку дикой охоты, и в следующий раз нам так не повезет. Прости меня, Геральт, но это жалкий лепет человека, который не может прочухаться после удара судьбы. Напейся, проспись. А прежде всего возьми себя в руки и обдумай это дело. Поняли? Вот это Обдумаю. совет. Напейся, проспись, и все будет у тебя хорошо. Вот советы Золтана. Жаль его. Да, жаль. Миза Геральта там было. Ладно, как скажешь. Зираэль Вот обладает великой доживем, силой. и тогда Почему? я всем скажу на стриме. А вот был вот тот зритель прав. А вот все давно Учил её все контролю. знали. А я не верил. Представь себе, кто-то ее все-таки учил. Как видно, без успеха. С удовольствием поссорюсь с тобой по этому поводу в другой раз. Там уже ссорятся без меня. У нас не было случая поговорить. Благодарю за помощь. И за заботу о Цири. Еще будет время для благодарности. Сейчас надо забрать отсюда Зираэль, спрятать. И собрать более мощные силы. В Каэр-Морхене собрались все, на кого мы могли рассчитывать. В таком случае следует попросить о помощи врагов. Лучшее оружие против дикой охоты — магия. Значит, нам нужны чародейки, мастера магии. Ты имеешь в виду ложу? Большинство членов ложи мертвы, остальные в бегах. Филиппа Эйльхарт, Маргарита Лаантиль и Фрингилья Виго, скорее всего, живы. Францеска и Ида? Ты думаешь, они согласятся? Думаю, мы их убедим. Ты поговоришь с Кейрой сама? Да. Наверное, так будет лучше. Я не доверяю ложе, но, похоже, другого выхода нет. Это так. Я заключила соглашение с императором. В обмен на помощь ложа получит амнистию и убежище на территории Нильфгарда. Это будет нашим козырем в торге. Трис,
Я сегодня же отправлюсь на поиски чародеек. Ты мне поможешь? Разумеется. У меня даже есть мысли, где начать. Проклятие! Вы опять строите планы, никто не спрашивает моего мнения. С меня хватит. Я не дам Обиделась. себя никуда вести, как мешок. Я не хочу сидеть сложа руки. Я устала ждать и прятаться. Обиделась? Ты права. Ты доказала, что можешь о себе позаботиться. Гораздо проще похлопать кого-то по плечу с мыслью, что все как-нибудь обойдется, чем набраться смелости и посмотреть правде в глаза. Зираэль обладает великой силой, которую не в состоянии контролировать. Она опасна и для себя, и для других. Пока она не научится владеть собой, она должна оставаться в изоляции. Во-первых, ни хрена подобного. Понял. А во-вторых, если уж ты заговорил о смелости, обращайся прямо ко мне, а не к Геральту. Пока. Туда его, этого эльфа. Правильно, Цири. Я лучше пойду за ней. Подожди, ей нужно время. Позволь ей пройти через скорбь. А потом мы как можно быстрее начнем уроки. Она должна научиться управлять своими способностями. Все это обучение, правда, необходимо? Ты видел, что произошло? Цири может оказаться даже более опасной, чем дикая охота. Хорошо. Мы еще ненадолго останемся в крепости, а потом присоединимся к тебе и Трис в Новиграде. Встретимся у Лютика. Пойдем, Йен. Чем раньше мы отправимся, тем лучше. До свидания. Что, покидаем Каэр Морхен? Теперь с концами. Несколько дней спустя. Пока еще нет. Ничего не получается, видишь? Ты опустила руки после 8 попыток? А сколько я должна это делать? Сколько потребуется? У меня ничего не выходит. Продолжим позже. С маятником у тебя тоже сначала не выходило. Геральт, прошу тебя. По сравнению с этим маятник — легкая прогулка. И вообще не в этом дело. А в чем? А Валак говорит, что ничего не выйдет, пока я не перестану думать о битве. А мысли о котятах и ванильном пудинге в голову почему-то не идут. Скажи, как ты это делаешь? Что? Что бы ни происходило, ну что угодно, ты всегда умеешь взять себя в руки. Есть один старый способ. Меня ему научил Весемир, а его бармен. Ну, котята так-то имба. Отведешь меня в горы и напоишь отваром шалфея? А ты шаришь. Друиды Скеллиги использовали его веками. И весьма успешно. Эй! Ты пожалеешь. Снежки. Играем в снежки. Эй! Ты жульничаешь? Да, телепортация нечестна. Куша. Я тебе покажу. Эй! Это нечестно! Кто бы говорил о нечестности? У тебя нет шансов! Снежок. Эй! Это нечестно!
честно. У тебя нет шансов. Эй! Это нечестно! Ха, сейчас получишь. Ты был прав. Помогает. Спасибо. Всегда пожалуйста. Ну, что теперь? Посмотрю, где там наш драгоценный знающий. Помогло. На следующее утро. Геральт! 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 Вставай! Подъем. Что? Что такое? Вставай! Пора ехать. Я коней заседлала. Цири, только рассвело. Куда ты собралась? В Велен. Через несколько дней на Лысой горе будет шабаш чародеек. И знаешь, кто у них почетный гость? Не знаю. Просвети меня. Имлерих. Лучшего случая его достать у нас не будет. Как тебе это вообще пришло в голову? Я хочу отомстить за Весемира. Шабаш — это идеальная возможность. Имлерих будет среди своих, пьяный и расслабленный. Он не будет ждать удара. Откуда ты обо всем этом знаешь? О Шабаше, об Имлерихе? А Валак рассказывал мне о тех, кто за нами гонится. Он говорит, что знание дает преимущество. Пойдем, по дороге поговорим. Веди. Поедем? Путь. Что там с целью? В смысле? Во Вроницах про это место говорили. Арт-Керви. Так, не обращайте внимания на вот эти квесты, что там выполняются. Везде они боялись этого места, а барон считал, что хозяйки леса просто сказка для Это из-за модов такая фигня. Интересно, как он сейчас? Так надо. Он умер. Лесвица после смерти жены. Его дочь сейчас в Новиграде. Жалко. Да, ну закончится. Я про часы. Я про часы говорил сегодня уже. В тот момент отходил, наверное. Цель у нас уже выполнена. И заявка уже подана. Просто там эта заявка будет рассматриваться еще от нескольких дней до нескольких недель. Надеюсь, за несколько дней управятся. И когда примут, если примут, тогда можно будет уже считать, что все. Цель выполнена.
можно будет поздравлять меня и вас. А пока она обрабатывается еще какое-то время, и не факт, что примется, пока ждем, надеемся. Вот это задание там, конечно. Откуда ты знаешь, что мы найдем здесь Имлериха? Авалак говорил, что в нашем мире повсюду живут создания, которые тайно общаются с эльфами из Аэнейля. В Велине это ведьмы. Как я поняла, Эридин послал Имлериха к ним с приказом держать ухо востро, на случай, если Авалак вернется в старое убежище. Судя по количеству ушей, которые висят в лесу, они поняли приказ буквально. Думаешь, Имлерих еще здесь? Он любит плотские забавы. Вино, секс. Ведьмы ублажают его, а это питает его самолюбие. Я уверена, что он не упустит возможности и появится на Лысой горе в ночь шабаша. Ты знаешь, что это за место? Несколько сотен лет назад здесь обитали друиды. Но потом появились ведьмы, уничтожили Велинский круг и осквернили священный дуб на вершине горы. Раз в год здесь устраивают праздник, саббат. На него сходятся все местные крестьяне. Подозреваю, что Имлерих тоже появится, как почетный гость ведьмы. Многое знаешь. Авалак хороший учитель. Давай сделаем то, что нужно. Надо подняться на вершину и найти Имлериха. Велинские крестьяне зовут эту ночь праздником даров. Не знаю почему. Так. Во-первых, тут последний значок вопроса во всем Велине, который остался, который как раз можно открыть только вот по этому заданию сюжетному. Плюс еще вот эта малюсенькая деревенька. Может быть после этого задания с Цири и Имлериха, может быть, сегодня даже будем закругляться. Тщеславие. Тщеславие? Он старается произвести впечатление на противника. Зато второй, Карантир, скрытен и прагматичен. Что неудивительно, он ученик Авалакха. Стрелять? Беловолосый когда-то служил хозяйкам. Но он же чушь. Пусть подойдут. Но... Они пришли на праздник. Не годится отказывать им в гостеприимстве. Мы не на праздник, нам надо подняться на гору. Через ворота вы не пройдете. Но там вон костры. Посидите, еды и питья хватит на всех. Может, в этом году хозяйки снизойдут к нам, и мы хоть глазочком на них поглядим. Спасибо за приглашение. Мы с удовольствием посидим с вами, правда? Говори за себя. Идите за мной. А почему мы не пройдем через ворота? Хозяйкам только избранных пускают. Каждый год на гору поднимаются юноши и девушки, не больше 3. Дай угадаю. Юноши и девушки не возвращаются. Возвращаются счастливыми. Редко кто остается потом в Велине. Они уходят искать счастье по свету. Значит, хозяйки спускаются к вам. Если бывают милостивы. Мой отец рассказывал, как-то они переходили от костра к костру, выслушивали просьбы и жалобы. И каждый год мы ждем. Может, спустится. Значит, тут их не было уже давно. Нет смысла надеяться на случай. Да, попробуем подняться на вершину. А что вы отмечаете? А что вам до этого? Не гневайся.
Беловолосый служил хозяйкам, как и мы им служим. Целый год мы шлем им дары, а в эту ночь они одаряют нас благословением. Встречала я один такой дар. Заплаканный, перепуганный, сопливый. Лет 8, кажется. Зачем хозяйкам дети? Мы не знаем и не спрашиваем. Не знаете? Так я вам расскажу. Скажите лучше, что делать мужику, если он встретит на дороге сироту, когда его собственные дети плачут от голода? Вы не здешние, а потому не судите нас по чужим законам. Ты сказал, что хозяйки вас благословляют. Да, так и проходят наши дни. Сперва лето в трудах под жарким солнцем, потом дождливая осень, а потом зима и смерть. И тогда мы ждем весны, когда все, что мертво, возродится. А из нашей крови, из нашего пота дуб родит нам желуди. Иногда несколько, иногда целую горсть. И что вы делаете с этими желудями? Старейшины Велена собираются и держат совет. Одни хотят смолоть их и засеять поля, чтобы был богатый урожай. Другие — отнести мудрой женщине, чтобы она сделала снадобье от чехотки. И что, горсти заколдованных желудей хватает на весь Велен? Никогда не хватает. Довольно об этом, у нас есть еще вопросы. Нет, вопросов больше нет. Нам пора. Нам надо идти. Вы торопитесь увидеть хозяек. Понимаю. Сгораем от нетерпения. Пойдем, Геральт. Нам надо успеть до рассвета. Идите к шатру и предстаньте перед Теклой. Это она решает, кто достоин встретиться с хозяйками. Никогда неведомо, что за создание под покровом человеческим на свет приходит. Тут даже торговцы Привет. есть. Покажи. Правда, вообще не уникальные. Бывай. Но про то, как его лучше всего использовать, до сих пор еще неизвестно никому. Потому и столько ошибок. Вот бы спустились. Потому Хоть в неустанно этом году. сбрасывают В себя во этот тьму год этот они не придут. призрачный покров, что смертью зовется. Не чини обид себе и другим перед смертью. Приготовься к ней, потому что и она к тебе хочет приготовиться. Не тревожь ее словами дерзкими. Однако выскажи все. Никогда вас здесь не видел. Но Но Покажи мне свои товары. у меня до сих пор какие-то чертежи не куплены. Это не дело. Хочу, чтобы ты для меня кое-что сделал. Удачи, Леха. Бывай. бабка Геральт? говорила, они спустились с вершины перед рассветом. И Глядите. какие они прекрасные и страшные, как войско в полном облачении. Зима была тяжелая. Дуб много даст, вот увидите. В том году всего 4 было. Да будет их дар обильным. Вот бы спустились, хоть в этом году. Добрые хозяйки,
Милостивые хозяйки, пошлите здоровья моему внуку. Проказник он, но добрый мальчик. Исцелите его. Прошу вас. Смотри, мальчик. Это прибожик. Я его знаю, его зовут Ивасик. Ивасик. Ивасик, Что, карасик. Ты вернулся? Выпил весь Девицу квасик. свою отыскал. Я Ивасик. Мы уже знакомы. Правда, это я с тобой познакомился. Ладно, я сам пойду, Потому удачного что стрима. Ты убегала, И тебе я тоже видел удачи тебя тогда. со спины. Ну, это долгая история. Меня зовут Цири. Приятно познакомиться. Как твои дела? Все здоровы, спасибо. Что вас сюда привело? А что ты здесь делаешь? Когда мы виделись в последний раз, ты был с ведьмами не в ладах. Я получил приглашение, от которого не мог отказаться. Как каждый год и случается. Ведьмы все-таки меня признают и желают видеть на своем празднике. Так что я тут покручусь немного, а как солнце встанет, вернусь к себе. А вы? Мы собираемся на вершину горы. Можешь нам с этим как-нибудь помочь? Я бы попробовал вас отговорить, но это, наверное, напрасный труд. Не. Девица такая же Даже не упрямая, пробуй. как и ты, правда? Еще больше. Я так и понял. Дорога на вершину начинается там, за воротами. А ключ от ворот только у старой Теклы. Вам его не достать, так что лучше возвращайтесь назад. Сейчас. Почему ты считаешь, что ключ не достать? О боги, да с вами хуже, чем с детьми. На вершину горы пропускают самое большее троих. Только прекрасных юношей или ладных девушек. Они получают ключ, открывают ворота и идут навстречу с ведьмами. Я гожусь. Ну он-то старый и страшный. Какая от него польза? Я могу, например, В смысле? найти пропавший голос. Тогда иди и поищи голос своего разума. А я тебе скажу, лучше возвращайся. С ведьмами шутки плохи. Боюсь, боюсь. Мы здесь потому, что ищем эльфа по имени Имлерих. Цири считает, что он гостит у ведьм. Такой здоровый, весь в доспехах. Тогда верно. Он и правда на вершине горы. Ты видел его? Первый раз на топлях. Вода замерзала под копытами его коня. А вчера второй раз. Уже здесь. Зачем вы его ищете? Он убил моего друга. А что с На ним? твоем месте я бы не стал Ничего. мстить. Он такой Перед ним есть. даже ведьмы прогибаются. Прибожик. Такое типа чудовище, но безобидное. Мы его уже встречали раньше. Мы должны добраться до вершины. Придется убедить в этом Теклу. Она слепая, но ее не обманешь. Мы и не будем изворачиваться. Она там, в шатре сидит. Удачи. Надеюсь, еще увидимся. Надеюсь. Солнце зашло, смолк соловей, меркнет уже свет под горой. Время проститься, нам и заснуть. Я его первый раз вижу. Ну, мы его давненько встречали. Еще где-то на первых стримах, наверное. Приветствую. Когда Велин только исследовали вначале. Покажи свои товары. Ничего интересного. Бывай. Гвоздями с холодной чаем. Хотел утопить Это ночью? Потому что на гостинице. Никто из вас не годится. Если у хозяек есть еда. Как же? Вы не встретитесь с хозяйками. Уходите. Не говори дурного о благодетельницах. Распогодилось. Кто это? Пойди сюда, девушка. Ну, ближе.
Так, какая она? Узкие бедра, глаза блестят, с характером. У тебя был когда-нибудь мужчина? Неважно, я уже знаю. Я выбираю тебя, девушка. В эту ночь ты увидишь хозяек. Если она идет на гору, я иду с ней. Хм, что там еще кот принес? Седой, жилистый, со шрамом и глаза змеиные. Так. От него смердит запекшейся кровью и мертвецами. К тому же он старый и бесплодный. Я отвергаю тебя, выродок. Девушка пойдет на вершину одна. Первый стрим по Ведьмаку еще до начала лета был. Ого. У нас там перерыв здоровенный был по Ведьмаку на несколько недель. Но это мы его растянули, конечно, растянули, да. Что все это значит? Для чего ты выбрала эту девушку? Скажи ему. Каждый год 3 избранных удостаиваются чести встретиться с хозяйками. И что происходит, когда они удостоятся этой чести? Они возвращаются, но уже не говорят о прошлом. Они счастливы и начинают жизнь заново. Эта девушка не первая из тех, кто был сегодня избран. Но месяц уже высоко, так что, наверное, она будет последней. Ты меня недооценила. Я гожусь не хуже других. Девушка! Он расторопнее любого юноши. От него смердит трупами, потому что он убивает чудовищ. И убьет каждого, кто станет на моем пути. Может быть, я ошиблась? Может, в нем есть еще жизнь? Старый обычай позволяет мне отказаться от решения, если ты примешь вызов. И что за вызов? Скажи ему. Нужно спуститься в пещеру и погрузиться в подземные воды. А в чем подвох? Озеро глубоко, воды его темны. Я принимаю вызов. Пойдем. Хи-хи-хи-хи-хи. Погляди, вот эта монета из давних времен. На одной стороне в огне горит фалька, потому ее называют Ореном Смутьянки. Принеси мне эту монету. Всего-то. Что-то будет. Что-то будет. Бульк. Ну и утопцы тут как тут, ну конечно. Но нам это не страшно. Надо было выпить зелье, наверное. А вот и Орен. А чё тут еще есть? Так, я сохранюсь, а то мало ли мне сюда рановато, может быть. Ну, она монету кинет и скажет найти. Ага. Тут тупик, походу. Туда я не заберусь. Или заберусь? Не. Там, видать, с другой стороны как раз надо будет потом сюда спрыгивать. Ладно.
Идем назад. Так, стрим уже почти 5 часов идет. Значит, по-любому после этого квеста будем закругляться. Просто замечательно. Да, просто замечательно. Согласен, Геральт. Воу. Просто великолепно. Это уже не замечательно, это просто великолепно. Просто пещерка. Угу. Ясно, понятно. Ничего интересного. Я уже начала беспокоиться. Пойдем за ключом. Угу. Что-то будет. Что-то будет. Что-то будет. Эти вернулись. Чего вы хотите? В смысле чего? Типа вы не знаете. Интересно, что там на вершине горы? Скажи ему. Там живут хозяйки. Но только избранные могут их увидеть. Я знаю. Я хочу... Здесь ты больше ничего не узнаешь. Я принес монету со дна озера. Смердит тиной. Ничего не поделаешь. Ты сдержишь слово? Я всегда держу слово. Покажи монету привратнику за воротами. Он поймет, что это значит. Марика откроет вам ворота. А теперь ступайте. Все прошло отлично. Конечно. Ты в пещере не ныряла. Не ворчи. Ты нырял в местах похуже. Я тебе как-нибудь 34 уровень. Что-то будет. Что-то будет. Значит, теперь мы можем крафтить мастерские доспехи. Там надо был как раз 34 уровень. Этим я займусь уже вне стрима. Значит, на следующем стриме мы уже будем в новых доспехах. Крутых. Которых я столько времени ждал. Ага.
Как тебя зовут, девушка? Вот это да. А тебя? Неважно, как тебя зовут. На вершине горы ты оставишь свое имя и получишь новое. Будь свободен. А ты? Я прошел испытание, и у меня есть доказательства. Узнаешь? Арен Смутьянки. Смертный приговор. Ну да. Ну, конечно. Вот это ты громадина, конечно. Фугас. Это фугас. Так, ему на огонь по барабану, походу. Ну что, паскуда? Крепкий был бугай. У нас мало времени. Я займусь Имлерихом, а ты убей ведьм. А Валак говорил, они живут в корнях дуба. Исключено. Я иду за Имлерихом. Ладно, давай разыграем. Камень, ножницы, бумага. Серьезно? Пёсья кровь! Давай еще раз. И речи быть не может. Я иду наверх, ты идешь за ведьмами. Вот и все. Тоже мне задание. Они смертельно опасны, берегись. Немое кино. Ты тоже. Да, камень, ножницы, бумага в такой момент. То, что надо, конечно. Надо как-то спуститься. Зараза. Похоже, придется прыгать. Бомбочка. Он прожил всю жизнь в любви и не знал горечи. Ням-ням. Сейчас будет месть. И мстя моя будет жестокой. Вот это красотки опять. До этого вы были лучше. Приветствую, дитя старшей крови. Мы знали, что ты вернешься. Мы еще помним твой вкус.
Хватит болтать! А почему нельзя было драться с ними в прошлом их виде? Она должна понести кару! Я выпью твою теплую кровь. Это ночь твоей смерти. Твоя жизнь. Она должна понести кару. Твоя жизнь наша. Давай Она полегче. должна понести кару. Несносная девчонка. Одна есть. Ты пожалеешь об этом. Ты умрешь здесь! Блин. Твоей смерти. Хм. Тройной босс получается. Блин, аж отсюда, ну серьезно. Мы... Хватит болтать. Я выпью твою. Твоя жизнь наша, живой люд. Она должна понести кару. Ну уже пол хп. Ну серьезно, один-два удара. Цири разве не регенерирует? Регенерирует. Окей, значит буду бегать вот так вот. Восстанавливать хп. Ну конечно. Кидаются всякими какахами. Твоей смерти. Я выпью твою теплую кровь. Она должна понести кару. Хилимся, хилимся. Ты умрешь здесь! Она должна понести кару. Хилимся. Это ночь твоей смерти. Ты пожалеешь. Одна об есть. этом. Хилимся много, хилимся, очень много хилимся. Ты умрешь здесь! О, у меня же есть активатор Трис. А, тут нельзя. Ну блин. Вспомнил и сразу обломай. Это ночь твоей смерти. Несносная девчонка!
Ну да, конечно, давайте мне прямо сейчас самый обидный момент ваншотнуть. Вот спасибо. Это ночь твоей смерти. Тварь какая из-под земли вылазит. Несносная девчонка. Отхилиться даже не дадут. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты умрешь здесь. Что-то это более душно получилось, чем я ожидал. За Геральта было бы проще, наверное. Учитывая, что она тут хилится. Не так вообще. Несносная девчонка. Так, вторая есть. Окей, окей. Здорово, какая сложность? Максимальная. Ты умрешь здесь. Это ночь твоей смерти. Несносная девчонка. Давай, помирай. Все, наконец-то. Иди сюда. Сука. Да. Имлерих наверняка на самом верху горы. Привет, Астрал. Привет всем, кто подходит. Так, а теперь Имлерих. Магия — это место силы. Боже, легендарочка, Ведьмак 3. Да, она самая. Самая, что ни на есть легендарочка. У нас сегодня самый, что ни на есть эпичный стрим. Битва в Каэр Морхене, сейчас вот с ведьмами и с Имлерихом тоже бои эпичные. На следующем стриме, может быть, уже финал даже будет. Я его весь прошел. Это мы одобряем.
Сестры сказали, что ты придешь. Они видели тебя в воде. Они не разглядели девушки, но ты пришел с ней, верно? Я здесь один. Ложь, которая ничего не изменит. Погнали. Так, а ты кто у нас вообще? Дикая охота. Это кто? Это люди? Или это кто? Против чего мне надо масло накладывать? Блин, я не помедитировал, у меня хилки не все, блин, забыл вообще. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Масло никакое не подойдет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ух ты. Вот сука! Не, на это ему явно пофиг с этим щитом. Нехорошо. Ну, атакуй, давай. Я задолбался своим щитом. Еще интоксикация у меня. Да чё сразу по мордам? Такой палкой по мордам, это, конечно, больно определенно. Оу. Все, щит пошел в сторонку. Теперь можно вот так вот. Аккуратно, только аккуратно, только аккуратно. Ну я же просил аккуратно, Гера. Любишь серебро, да? Это было близко. А вот это да. Прям в разнос пошел. Что с тобой творится?
ведьмы были посложнее все-таки, действительно. Там их все-таки сразу 3. Плюс у Цири нету всяких там зелий, ласточек, всякого Кто такого. тебя научил так драться? Ведьмак, которого ты убил. Ай, хорошо. Получилось! С трудом. Как там внизу? Я убила только 2 ведьм. Одна сбежала. С медальоном Весемира. Единственная вещь у меня от него оставалась. Ты отомстила за Весемира. А Валак считает, что мстить следует на холодную голову. Он ошибается. Теперь найдем Эридина и убьем его. О чем задумался? Думаю, что сказать Йеннифер, когда мы доберемся до Новиграда. Говори ей правду. Всегда. Интересно, Йеннифер и Трис нашли чародеек из ложи? Нам пора к ним. Дай мне еще минуту. Старый я стал, пока отдышусь. Старый дед. Ну да. Побудем тут еще немного. Да. Так, надо все это нейтрализовать, а то мы капец страшные. Это раз. Это 2. В смысле невозможно? Жадины. Жадины говядины. Ну все тогда тут. Место силы я активировал, больше тут делать нечего. А, сказать Цири. Окей. Ну так как? Отправляемся в Новиград? Yes. Да, пойдем. Пора собираться. Желудь? Какой желудь? Где желудь? Зачем желудь? Дуб умер. И дуб, и ведьмы. Это был ваш последний праздник. А желуди? Да что желуди? Не знаю, что там с вашими желудями. Дорога наверх свободна, сходите, поищите. Или расходитесь по домам. Наверху. Это не ничья земля и не земля хозяек. А Теперь что он она дает ваша. вообще? Я вообще про него забыл. Что нам делать-то? Пойдем. Нам пора. Решайте сами. А туда что, уже нельзя будет потом вернуться? За этим желудем. Неделю спустя.
Нет. Сохранение где было, когда было? А, это еще перед боем, что ли? 53. Бля. Ну вообще, что, того стоит или он какая-то фигня? Не особо важная. Я не хочу опять заново сражаться с этими тварями. Это не люди. Я думала, что охотники и храмовая стража охотятся на чародеев. Фигня. Чародеи сбежали, Ну и пофиг на нее. и охотники нашли нового. Думал, может что-то для сюжета надо, или концовки, или просто что-то особо важное или полезное. Если фигня, то и фиг с ней. Сейчас загружаться, там опять сражаться с этими боссами. Ну и в бань. И в охоте на ведьм дело вовсе не в ведьмах. В такой охоте главное найти козла отпущения. Едва чародеи покинули Новиград, гнев жителей обрушился на существ других рас. С давних пор самым страшным врагом для людей был вовсе не чужеземец, а сосед. Лютик! Лютик! Готовь у нас гости! Гости? Геральт! Цири! Когда я узнал, что Геральт тебя нашел... Я тоже очень рада, что ты жив, Лютик. Где вас носило? Мы как раз разделались с ведьмами из Велена и с полководцем Дикой Охоты. О, вижу, утром вы потрудились. У вас такой жалкий вид. Вам определенно надо отдохнуть. Это правда. Найдешь мне комнату? Ясное дело. Пойдем, ласточка, я тебя провожу. Геральт, давай попозже встретимся. Я умоюсь, а потом мне надо закончить одно дело. Я буду ждать тебя на рынке в Золотом городе. Ладно. Ладно. Тут есть кто-то, кроме нас? Йен и Трис должны были собрать ложу чародеев. Этим они и занимаются. Трис наверху ждет тебя, а Йеннифер пошла к хромоножке Катарине. Йен в грязной портовой корчме? Зачем? Представь, она мне не докладывает. А этот ваш эльф занял рубиновые апартаменты. Тоже велел тебе передать, что ждет тебя. Ты отдал ему лучшую комнату? А он меня и не спрашивал. Я приготовил ему другую, но он на меня и не взглянул, сразу заперся в рубиновой. С тех пор он вообще не выходит. Почти ничего не ест, пьет только воду, а сказал одно. Я хочу знать, когда прибудут Гвинблейд и Зираэль. Гринблейд и Зираэль. Похоже, мне будет чем заняться. Ох уж этот эльф. Шалом. Привет, Нильфгардец. Ты прям под самый конец. Я уже только-только вот хотел говорить, что все на этом. Буду закругляться. Мы сегодня столько всего сделали. Стоит у тебя. Да. В принципе... Так, не понял. Я же это выполнял. Странно. Ладно. Просто можешь его отдать деревенским, когда он спросит про желуди. Короче, ничего супер важного. Сегодня прям рано начал. Да. Пока было свежо еще утром. Поэтому начал рано. Пока не было сильной жары. Но сейчас уже вот день в самом разгаре. Уже жара опять пришла. Поэтому хватит на сегодня, думаю. Тем более все равно уже 5 часов настримились. Много чего сегодня наделали. Очень много чего. Поэтому хватит. Сохраняемся и на выход.
Это еще повезло, что я пораньше ушел с работы. Как думаешь, финал на следующем стриме или через один? Ну, если следующий тоже будет где-то на 5 часов, то... Не знаю. Может быть и через один. Прям точно не помню, сколько там еще квестов. Там же еще с Родовидом, его убийством, там с Ложей свои квесты, с Филиппой. Там с Цири надо будет ходить туда-сюда, еще помогать. И Йеннифер там с тюрьмой помогать что-то как-то. Потом на Скеллиге еще свои приключения тоже кое-какие будут. Там со Скьялем, с пещерами всякими. Всем этим мы и будем заниматься на следующем стриме. С подготовкой и с вознёй с Цири, и со всякими другими дополнительными квестами в Новиграде и на Скеллиге. А вот сам финал... Прям финальная уже битва, и все финальные вот эти мутки уже может быть как раз на стриме через один. Может быть. Вряд ли я захочу прям делать следующий стрим прям мега длинным, чтобы все успеть. Я лучше сделаю 2 более коротких, но чтобы на расслабоне там нормально проходить, чтобы никуда не спешить, не торопиться и нормально играть себе. У меня уже вечереет. О, как. У меня только обед недавно был. Сейчас 3 часа дня. Дома работа, на работе работа, в игре тоже работа. Как так-то? Что тебе даже в игре работа? Работать хочется. Даже в игре? Так, а почему на Твиче был фоллоу какой-то, а мне не было сообщений? Как так-то? Или не было фоллоу? Или был? Или что такое? Я видел, на Ютубе была подписка. Одна была, но на Твиче не было ничего. Странно. Ну да ладно, все на этом. Спасибо всем, кто был. Всем, кто смотрел, всем, кто, может, молча смотрел стрим, а в чате ничего не писал и не активничал, всем, кто в записи когда-то, может, будет смотреть этот стрим. Всем, кто ставил лайки или дизлайки на ютубе, всем спасибо. Пожалуйста. И всем до скорых встреч на следующих стримах по Ведьмаку или по другим играм. Всем всего хорошего, до встречи, всем пока.